Нескончаемые горы мусора в городах и океанах, воздух, которым просто невозможно дышать, проблемы со здоровьем – все это последствия деятельности людей. Человечество позволяет себе сливать отходы в водоемы, сжигать токсичный мусор, вырубать леса, строить ядерные станции. И, конечно же, все эти действия имеют огромное негативное влияние на окружающую среду. Планета начинает меняться и гибнет. А все потому, что человек возомнил себя хозяином Земли. Сегодня развивающиеся страны тратят миллионы и миллиарды на улучшение экологии в своих странах. Бедные страны все больше утопают в тоннах мусора. Давайте вместе разбираться со списком самых загрязненных городов планеты. Поехали! Кабул, Афганистан. Конечно же, военные действия не могут не оставить свой след. Они стали настолько регулярными, что люди к ним привыкли. Поэтому самый крупный город Афганистана стал одной большой свалкой. И жители города и предприятия сбрасывают отходы в реку Кабул, которая сегодня выглядит как большая лужа. Большинство людей живут в маленьких постройках без света и воды. Над городом постоянно скапливается смог. А все из-за того, что люди готовят еду на печках. Ими же и топят дома. Не так давно, благодаря западным странам, Кабул превратился в большой промышленный центр. А где много заводов, там много и отходов. Именно из-за этого, еще из-за старого транспорта и некачественного топлива, город превращается в одно сплошное скопление выхлопных газов. Тетево, Северная Македония. В этом небольшом городе находится сталелитейное предприятие. Именно оно сильно загрязняет воздух. Несмотря на это, правительство страны разрешило владельцам предприятия не торопиться с установкой очистительных фильтров. Экология города ухудшается, люди даже выходят на митинги, но ничего не помогает. Предприятие продолжает работать и загрязнять воздух. Вдобавок к этому устаревший транспорт добавляет огромное количество выхлопных газов, а отсутствие центрального отопления привело к тому, что люди топят дома углем и деревом. В зимнее время экологическая ситуация еще ухудшается, ведь на территории всей страны работают угольные электростанции. Из-за этого в атмосферу происходит выброс взвешенных частиц и сажи. Фаридабад, Индия. Куда же без Индии в нашем антирейтинге? В Фаридабаде проживает более 1 миллиона людей, которые вынуждены дышать ужасным воздухом и пить грязную воду. Здесь налажено производство холодильников, мотоциклов, тракторов. Из-за постоянных выбросов в атмосферу выхлопных газов, промышленных отходов, сжигания мусора, город стал очень пыльным и грязным. Царившая нищета вынуждает людей мыться и стирать одежду в реке. В эту же реку сбрасывают мусор и отходы. Многим людям приходится пить воду из реки. Акбокблаши, Ганна. Здесь вы найдете самую большую свалку бытовой техники на Земле. Ежегодно сюда привозят более 200 тысяч тонн сломанной электронной техники, которая выделяет около 130 тысяч тонн токсичных отходов, в основном свинца. На сегодня эти объемы постоянно увеличиваются. Аккра, Ганна. Аккра – столица Ганны, с более чем 2-миллионным населением. Здесь тяжело дышать. Виной этому развитое металло- и деревообрабатывающие, нефтеперерабатывающие и автомобилестроительные предприятия города. Но главная причина загрязненности – это сжигание отходов. Здесь находится огромная свалка бытовых отходов, и чтобы получить алюминий и медь, местные жители выжигают их из старых приборов. Из-за этого в воздухе образуется токсичный дым, который со временем просто убивает людей. Большинство таких добытчиков умирают молодыми из-за отравления ядовитыми парами. Газиабад, Индия. В этом городе люди буквально ходят по мусору. Вдобавок еще и густой смог, который стоит над городом. Воздух сильно загрязнен из-за сжигания мусора. Его настолько много, что даже его сжигание не решает проблему, а только делает хуже. Вредят атмосфере города еще и промышленные выбросы. Дакка, Бангладеш. В этом городе напрочь отсутствуют очистительные сооружения. Именно поэтому все отходы и мусор жители скидывают прямо в реку. Здесь просто невозможно жить. Постоянный смог над городом из-за выхлопных газов и предприятий, ужасный запах гниющего мусора в воде. Все это делает жизнь местных жителей невыносимой. Бейрут, Ливан. Бейрут сегодня – это торговый центр и морской порт Ливана. В этом густонаселенном городе воздух очень загрязнен из-за машин.
Но главная проблема города – это тонны мусора. Мусор здесь везде, а над городом стоит пыль и смог. Для борьбы с отходами правительство страны решило сжигать мусор на свалках. Если вы захотите искупаться в море, не советуем вам это делать. Это весьма опасно, ведь воды здесь загрязнены тяжелыми металлами. Они попадают в море с соседских предприятий и полей. Ранипет, Индия. Ранипет, Индия. Этот небольшой городок страдает из-за завода по переработке кожи. Отходы, содержащие канцерогены, попадают со свалки в грунтовые воды. Из-за этого земля и вода здесь отравленные. Людям приходится пить эту воду и заниматься сельским хозяйством на такой земле. Недавно правительство страны решило закрыть один цех завода, но ситуация практически не изменилась. Поэтому руководство завода обязали создать проект, который поможет снизить количество токсичных отходов. Ла-Ороя, Перу. Маленький город, находящийся перед Андами, в начале 20 века стал металлургическим центром. Здесь много лет успешно добывают цинк, медь и свинец, но совсем не следят за экологией. Поэтому окрестности Ла-Ороя выглядят печально. Выжженная земля без растительности. В этом городе детская смертность самая большая на планете, ведь количество тяжелых металлов в крови у населения превышено в разы. Тяньин, Китай. В этом городе ежегодно добывается огромное количество свинца. Здесь, в центре металлургии, жители просто окутаны дымом, а на расстоянии 15 метров уже ничего не видно. Но и это не самое печальное. Земля в городе пропитана свинцом, который попадает в кровь и может привести к слабоумию. Более чем в 20 раз превышено допустимое содержание пшеницы, выращенной на сшедших полях. Местное население часто вялое, забывчивое, раздражительное. Все это из-за огромного количества металлов в крови. Хо-Ши-Мин, Вьетнам. Местное население этого города постоянно страдает от хронической болезни легких. Этому способствует огромное количество транспорта на дорогах, выбросы в атмосферу промышленных и строительных предприятий. А постоянные строительные работы способствуют большому количеству пыли и шума в городе. Сукинда, Индия. Более половины воды в этом городе содержит опасную для жизни дозу хрома. Согласно анализам, около 2/3 болезней местного населения вызваны огромным количеством хрома в крови людей. Линьфэнь, Китай. Раньше Линьфэнь можно было назвать раем на земле, но сегодня это совсем наоборот. С конца 70-х годов здесь началась работа угольных шахт. Местные жители постоянно ходят в респираторах и не снимают их и дома, а если повесить белье сушиться на балконе, то вскоре оно станет черным. Здесь процент больных раком значительно выше, чем в других китайских городах, а на улицах тяжело что-то рассмотреть из-за густого смога. Улан-Батор, Монголия. В Улан-Баторе все те же проблемы, что и в других загрязненных городах. Здесь производят практически половину промышленной продукции Монголии, а еще огромную часть электроэнергии на ТЭЦ. Местные жители греются углем плохого качества из-за отсутствия отопления, поэтому зимой воздух чересчур загрязнен. В городе нет завода по переработке мусора, поэтому проблема утилизации мусора здесь распространена. Его очень много, и чтобы от него избавиться, люди просто сжигают отходы. Все это серьезно вредит экологии и здоровью людей. Норильск, Россия. В Норильске средняя продолжительность жизни на 10 лет меньше, чем в других российских городах. Это неудивительно, ведь ежегодно в городской воздух выбрасывается около 1000 тонн оксидов никеля и меди, и еще вдобавок более 2 миллионов тонн оксида серы. Воздух здесь очень загрязнен, что, естественно, сказывается на здоровье, качестве и продолжительности жизни местного населения. Чернобыль, Украина. Почти 35 лет прошло с момента катастрофы в Чернобыле. Но это место еще долгие годы будет невозможным для жизни. С виду там не все так печально, нет мусора, нет выхлопных газов. Но в воздухе содержится стронций и цезий, и еще больше 10 радиоактивных элементов. Если здесь прожить некоторое время, легко можно заболеть лейкемией или другим раковым заболеванием. Кабве, Замбия.
В начале 20-го столетия здесь были найдены залежи свинца, и весь прошлый век местные жители добывали и выплавляли свинец. Так как производство никто не контролировал, в атмосферу попало огромное количество токсичных отходов. Несмотря на то, что уже несколько десятков лет назад все предприятия закрылись, последствия деятельности людей сказываются на местном населении и сейчас. Так, в 2006 году в крови детей, проживающих в Кабве, обнаружили кадмия и свинца в 10 раз больше. Своей бездумной деятельностью и постоянной жаждой наживы человечество навредило не только окружающей экологии, но и самому себе. Поэтому сейчас мы видим города и океаны, утопающие в мусоре, людей, пытающихся избавиться от мусора и сжигающих его, что приводит к другим катастрофам. Человечество возомнило себя хозяином планеты, за что сейчас и расплачивается. А вы как считаете, получится ли у нас в ближайшее время решить проблему с мусором и с выбросами в атмосферу, чтобы следующее поколение смогло дышать чистым воздухом и пить чистую воду? Друзья, всем привет! Во все времена, во всех странах совершались преступления. Именно поэтому люди решили строить для опасных преступников специальные учреждения. Сегодня в разных странах работают миллионы тюрем, которые сильно отличаются друг от друга. В некоторых европейских и американских тюрьмах можно почувствовать себя как на отдыхе. Там заключенные имеют отдельную комнату с дверью и окном, а не решетку с бетонным полом. Занимаются спортом, творчеством, обретают новые профессии и знания. Другие же тюрьмы настолько опасны, что даже самым страшным преступникам там живется просто невыносимо. Сейчас речь пойдет именно о таких тюрьмах. Встречайте топ-10 самых страшных тюрем в мире. Поехали! Австралия. Мельбурнская тюрьма. Это здание для заключенных построили еще в 1839 году. Изначально планировалось сделать эту тюрьму с паровым отоплением, особой системой контроля и вентиляции. Но все эти идеи так и остались идеями, ведь заключенные ютились в темницах без отопления и окон. В 1852 году был построен отдельный блок для женщин. До этого все заключенные обитали в одном здании. Женщины-преступницы попадали сюда за особо тяжкие преступления того времени. Незаконные аборты, которые привели к смерти многих женщин, нелегальная деятельность нянь, которым родители отдавали детей на время, а сами уезжали на заработки. Дети в таких условиях часто погибали. Так, в 1863 году казнили одну такую няню, по вине которой погибло 3 маленьких детей. Казнь Фрэнсис Кнор стала первым случаем в штате Виктория, когда была казнена женщина. В этой тюрьме всего казнили 139 людей. Некоторые из заключенных, не дожидаясь казни, кончали жизнь самоубийством. Так, в 1866 году покончила с жизнью одна заключенная, призрак которой надзиратели могли наблюдать по ночам. Сегодня из этой тюрьмы сделали музей, где на стенах камер посетители могут увидеть следы ногтей заключенных. В начале 2000-х годов английские ученые решили проверить слухи о призраке этой тюрьмы. В своем расследовании они использовали специальные приборы, которые показали максимальные электромагнитные изменения как раз в день самоубийства той самой заключенной. Ученые даже сделали запись на микрофон, где слышен голос женщины. Россия. Черный дельфин. Черный дельфин – исправительная колония для самых опасных преступников России. Здесь проводят свои последние дни маньяки, людоеды, террористы. Заключенные здесь круглосуточно находятся под видеонаблюдением и спят при свете. Когда преступник покидает камеру, его обязательно сопровождает конвой и кинолог с собакой. Заключенным всегда завязывают глаза вне камеры и сковывают руки за спиной. Даже когда они гуляют, руки заключенных все еще скованы. Именно благодаря таким методам из этой тюрьмы еще никто не смог сбежать. Камеры в этой колонии не больше 5 квадратных метров. К окну и дверям заключенный подойти не может, его отделяет стальная решетка. Получается подобие клетки в клетке. Название «Черный дельфин» тюрьма получила благодаря скульптуре, которая находится перед колонией и представляет собой фонтан. Эту скульптуру по своей инициативе изготовили заключенные и покрасили в черный цвет. Таиланд. Тюрьма Бангкванг. Тюрьма, находящаяся в Бангкоке, среди местных жителей носит название «Большой тигр».
Здесь находятся заключенные, получившие пожизненное заключение или ожидающие смертной казни. В этой тюрьме часто практикуют пытки, а преступники находятся в крошечных камерах по 20-25 человек в одной. Заключенные ходят в железных кандалах на ногах. Заключенных кормят всего один раз в сутки. Остальное питание можно купить, если родственники передадут деньги. Естественно, в таких антисанитарных условиях в переполненных камерах заключенные часто болеют малярией, дифтерией, холерой и другими заболеваниями. Должной медицинской помощи здесь никто не получает. Венесуэла. Тюрьма Ла-Сабанета. Трудно себе представить здание, рассчитанное на 700 заключенных, где на самом деле содержится под стражей около 4000 преступников, а на 150 заключенных всего один надзиратель. В этой тюрьме полная антисанитария. Вместо душа ведра с водой, мусорные пакеты вместо туалета. Питьевая вода полна инфекций и бактерий. В колонии процветает насилие. Смерть заключенного здесь обыденное дело. Преступники спят в гамаках в камерах, коридорах и даже на крыше тюрьмы. И лишь лидеры преступных группировок, у которых есть деньги, имеют отдельную камеру и медицинское обслуживание. Колумбия. Ла-Модело. Жуткая колония в Колумбии, где все заключенные по своим политическим взглядам делятся на правых и левых. Здесь постоянно идет борьба между заключенными, которые легко могут добыть в тюрьме любое оружие. Смерть заключенных в Ла-Модело вполне обычное явление. Так, весной в 2000 году здесь погибли сразу 25 заключенных. Руанда. Тюрьма Муханга. В это трудно поверить, но в этой колонии находится порядка 7000 преступников, хотя рассчитана она была всего на 400. В Руанде из-за геноцида погибло более 500 000 человек, поэтому содержание заключенных государство особо не интересует. Многие заключенные проводят стоя в камерах целый день. Большинство даже спит стоя из-за нехватки места. Здесь настолько превышено число заключенных, что некоторые умирают от удушья, а другие от разных болезней, вызванных антисанитарией и полным отсутствием медицины. Заключенные ходят в туалет прямо в камере, где пол полностью покрыт нечистотами. Из-за этого ноги преступников страдают от инфекций. Конечно же, лечить заключенных здесь никто не будет, им просто ампутируют пальцы либо ступни. США. ADX Флоренс. Исправительная колония строгого режима, по словам ее бывшего начальника, считается более чистой версией ада. Это тюрьма для особо опасных преступников, которые все время находятся в одиночных камерах размером 2 на 4 метра. Всего лишь 1 час выделяется преступникам в другом помещении, где можно заняться спортом или просто походить. Все предметы в таких камерах сделаны из бетона. Стул, стол и койка. В камере есть раковина и туалет. Некоторых заключенных за примерное поведение могут перевести в улучшенную камеру с радио и телевизором. США. Гуантанамо. В этой страшной колонии долгое время делали вид, что здесь соблюдаются все права человека. Но все тайное становится явным, поэтому, когда вскрылись все зверства, происходящие в колонии, общественность была в шоке. В этой тюрьме находятся заключенные, которые подлежат суду специальной военной комиссии. Большинству из заключенных вообще не предъявляли никаких официальных обвинений. К слову, многие из находящихся в этой колонии мусульмане. По их словам, к ним применялись различного рода пытки, имитация утопления, избиение, прослушивание музыки максимально громко, лишение сна на долгое время. Сирия. Тадморская тюрьма. Тадморская тюрьма считается по праву одной из худших в мире. Находится она посреди пустыни. Изначально она была предназначена для военных преступников. После того, как в 1980 году мусульманская организация попыталась убить сирийского президента, его брат приказал убить всех заключенных в Тадморской тюрьме. Так было убито, по разным подсчетам, от 800 до 2000 человек. После этого тюрьма стала не только колонией для военных. Под стражей здесь находились и политические заключенные, и уголовники, которые нередко умирали от пыток. Чтобы выбить признание, заключенных били кнутами, металлическими трубами, досками, накачивали наркотиками или надевали пакеты на голову и избивали. В этой колонии даже был специальный двор для трупов заключенных. Некоторые из заключенных пытались создать группировку, чтобы противостоять жестокости и безнаказанности надзирателей. Но все их попытки пресекли. Здесь находились дезертиры, особо опасные преступники, бывшие военные. Часто между заключенными происходили стычки, которые заканчивались трагично. 5 лет, проведенных в этой тюрьме, сирийский поэт описал как королевство безумия и смерти. Лишь в 2015 году эта колония была уничтожена. Северная Корея.
Лагерь 22. В Северной Корее существует более 30 концентрационных лагерей, где находятся заключенные, которые отбывают пожизненный срок за критику государства. Это просто шокирует, ведь это не убийцы, не маньяки, не террористы. В лагере 22 под стражей находится около 50 тысяч заключенных. Особенно поражают условия в этой тюрьме. Они настолько ужасны, насколько было возможно их сделать. Все заключенные здесь по большому счету являются рабами Северной Кореи. Они работают на государство в тяжелых условиях и над ними проводят опыты. Так, из доклада ООН, который был посвящен защите прав человека в Северной Корее, эти лагеря сравнимы с концлагерями фашистской Германии времен Второй мировой войны. По данным на сегодняшний день, этот лагерь был закрыт. Когда лагерь работал по периметру, он был окружен забором с электрическим током и колючей проволокой. Здесь вплоть до 90-х годов каждую неделю устраивали публичные казни. После этого казни были перенесены в секретное место, чтобы избежать беспорядков. Заключенные лагеря постоянно недоедали, их практически не кормили. Здесь умирало от голода около 2000 детей каждый год. В лагере существовал карцер, после которого заключенные становились калеками и долго не жили. Это был настоящий ад для заключенных. В мире во все времена встречалась жестокость во всех ее проявлениях. Есть люди, осужденные несправедливо или за свои политические взгляды, которые живут в нечеловеческих условиях. Какая тюрьма из нашего списка поразила вас больше всего? Делитесь в комментариях, ставьте лайк. Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. В этом видео мы с вами посмотрим самые удивительные катакомбы и подземные города мира. Пекин, Париж, Палермо, Александрия и многие другие города откроются вам совершенно с другой стороны. Вы узнаете, в каких древних катакомбах когда-то обитали люди, где находятся современные подземные города и почему в 21 веке все еще кто-то живет под землей. Фантастический соляной замок, величественный храм, город вина, источник с целебной водой. Все это спрятано под землей. Мы расскажем вам, какие катакомбы стали последним пристанищем для миллионов людей, какие спасли жизни во время войны, а какие помогали заработать немного денег. Готовы отправиться в захватывающее подземное путешествие? Тогда пристегивайте ремни и вперед! Современный подземный город Пекин, Китай. Под китайской столицей находится огромная сеть туннелей и бункеров. Она появилась в 1970-х годах в разгар напряженности отношений между Китаем и Советским Союзом. Находясь в шаге от ядерной войны, Мао Цзэдун приказал соорудить в Пекине убежище от бомбежек. Над подземным комплексом трудились 300 тысяч рабочих. По окончанию строительства они соорудили огромный подземный лабиринт, общая площадь которого составляла 85 квадратных километров, а протяженность 30 километров. Это были не просто сырые помещения, а настоящий подземный город с хорошими условиями для жизни. Здесь открыли магазины, школы, поликлиники, фабрики, рестораны, театры и другие общественные места. К счастью, бункер никогда не использовался по назначению и потерял стратегическую важность в конце 80-х. С 2008 года подземный лабиринт находится на реконструкции и является закрытым для туристов. Несмотря на это, множество мигрантов, приехавших в Пекин в поисках лучшей жизни, самовольно заняли некоторые бункеры и живут там до сих пор. Катакомбы Ордена Капуцинов, Палермо, Италия. Одно из крупнейших подземелий мира располагается на итальянском острове Сицилия. Загадочные катакомбы под монастырем Капуцинов стали последним пристанищем для более чем 8 тысяч человек. Для более чем 8 тысяч людей. Первое захоронение было сделано в 1599 году. Здесь хоронили не только капуцинов, а и представителей местной элиты, духовенства и аристократии. Так катакомбы обрели славу самого престижного кладбища в Палермо. Официально подземелье стало закрытым для погребений в 1822 году, но после этого здесь было похоронено еще несколько тел. Катакомбы капуцинов обладают особенными свойствами почвы и атмосферы, что способствует сохранению мертвой плоти. Кроме того, все тела здесь предварительно высушенные, обработанные уксусом и мумифицированные. Так, в таинственных коридорах и комнатах они столетиями сохраняются в стоячих, лежачих и сидячих позах. Достаточно жуткое зрелище. Вход в катакомбы открыт для туристов, но не каждый решится на такую мрачную экскурсию. Подземный город Деринкую,
Каппадокия, Турция. В 1963 году в Каппадокии был открыт подземный древний город Деренкую. Таинственная пещера состоит из 8 уровней, которые уходят вглубь земли на 60 метров, вплоть до подземных вод. Археологи предполагают, что подземелье было сооружено за несколько столетий до нашей эры. Здесь была организована вся необходимая инфраструктура, жилые помещения, продовольственные склады, школы, разные лавки, колодцы, громадные вентиляционные шахты и многое другое. По некоторым данным, в древние времена в Деренкую проживало около 20 тысяч людей вместе с домашним скотом. Так жители могли себя обеспечить от внешней угрозы. Но до сих пор нет однозначного ответа, как без наличия специальной техники они смогли построить целый город в горной породе. Ученые полагают, что сегодня исследовано лишь 10-15% подземных пещер, но этого достаточно, чтобы все желающие смогли прогуляться по безопасному маршруту и почувствовать атмосферу древнего Деренкую. Соляные копии в Величке, Польша. Недалеко от Кракова находятся уникальные многоуровневые катакомбы, в которых каждый элемент высечен из соли. Соляные копальни имеют 9 уровней, глубиной до 200 метров. В период с 13 по 20 столетие здесь проводились соледобывающие работы, а с 1978 года соляные шахты Величка входят в список мирового наследия ЮНЕСКО. На это фантастическое подземелье съезжаются посмотреть люди со всего мира. В тоннелях общей протяженностью практически 300 километров расположены необычные скульптурные и архитектурные изделия из соли. Здесь есть изысканные подземные залы, часовни, барельефы, подземное озеро, а на глубине 101 метра расположилась самая огромная и действующая до сих пор часовня Святой Кинги. Крупнейший подземный храм имеет высоту 12 метров, а длину 54. Он полностью высечен из соли, включая пол, стены и даже люстры, и здесь регулярно проводятся богослужения. Уникальный подземный город Кубер-Пиди, Австралия. Посреди жаркой австралийской пустыни уже более 100 лет существует подземный город. Он был основан в 1915 году, когда здесь обнаружили месторождение опалов, одного из видов драгоценных камней. Многие искатели разноцветных драгоценностей стали перевозить сюда семьи. Спасаясь от палящего солнца, шахтеры решили жить в землянках, где температура воздуха держится на уровне 22 градусов Цельсия. Так возникло название Кубер-Пиди, что в переводе с языка аборигенов означает «нора белого человека». Типичный дом местного жителя состоит из нескольких спален, гостиной, кухни и ванной комнаты. Чтобы избежать разрушений, потолки в комнатах поддерживаются массивными колоннами толщиной до 1 метра. Из-за отсутствия канализации кухня и туалет расположены на поверхности при входе, а доступ свежего воздуха в подземелье осуществляется с помощью специальной вентиляции. Также в подземном городе есть церковь, магазин, музей, бар и даже отель. Сегодня Кубер-Пиди приходит в упадок, так как молодежь выезжает отсюда в поисках более стабильной работы и комфортных условий жизни. Катакомбы Парижа, Франция. Каждый из нас знает наземные достопримечательности Парижа: Эйфелевую башню, Лувр, Нотр-Дам-де-Пари. Но знаете ли вы, что под землей самого романтического города в мире покоятся останки более 6 миллионов человек? Катакомбы уходят вглубь на 15-20 метров, а в длину приблизительно на 300 километров. Появились в период Средневековья. Здесь добывали известняк, природный материал, используемый в строительстве. В конце 18 века власти города приказали перенести останки покойников с кладбища невинных в образованные пустоты. Такое решение было принято из-за переполненности кладбищ и высокого риска распространения инфекций. Так парижские катакомбы превратились в оссуарий – хранилище костей усопших. Из человеческих костей выложены целые стены внутри подземелья. Причем одни сделаны только из черепов, другие только из берцовых костей и так далее. Здесь ощущается дыхание и запах смерти. Любители острых ощущений будут в восторге от этого места. Одесские катакомбы, Украина. Огромный подземный лабиринт под Одессой и ее окрестностями протянулся более чем на 3000 километров. Сюрреалистические катакомбы были проложены в XIX веке. Здесь активно добывали камень-ракушечник, из которого в то время строили большинство зданий в городе. Разнообразные лабиринты и подвалы прятали в своих стенах людей от эпидемии чумы, а во время Второй мировой войны скрывали партизанов. Однако многие из них, не зная особенностей тоннеля,
туннелей так и не смогли найти выход наружу и остались здесь навсегда. Сегодня стены катакомб все так же выложены ракушечником разного цвета и структуры. Некоторые залы находятся в аварийном состоянии, а некоторые наглухо опечатаны, ведь ведут прямо в дома и используются одесситами в качестве погреба. В этих так называемых минах местные жители могли хранить не только продукты и вина, но и контрабандные товары. Посещение одесских катакомб допускается лишь с гидом. Самостоятельная экскурсия может плохо закончиться, ведь разветвленная сеть слишком запутанная, а точной карты до сих пор не существует. Подземный город вина в Криково, Молдова. Одно из самых больших в мире хранилищ вина находится в 15 километрах от Кишинева. Настоящий подземный винный город оборудовали в длинных 120-километровых штольнях, где когда-то добывали известняк. После Второй мировой войны, когда производство вина в Молдове набрало оборотов, было принято решение сделать выработанные шахты местом для выдержки благородного напитка. Глубина 35-80 метров, влажность не менее 80% и температура 12-14 градусов создали для этого идеальные условия. В 1952 году здесь был официально открыт завод шампанских вин Крикова. Сейчас подземный город пользуется популярностью у туристов. Здесь можно прогуляться по настоящим улицам, названным в честь марок молдавского вина, продегустировать изысканные напитки. По городу даже можно передвигаться на машинах или велосипедах, так как здесь есть знаки, светофоры и действуют наземные правила дорожного движения. Катакомбы Святой Соломонии на Кипре. На кипрском курорте Пафос можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и посетить древние достопримечательности, как, например, катакомбы Святой Соломонии. Одна из главных христианских святынь острова представляет собой комплекс из нескольких пещер, вырубленных в известняковой горе. Появилась она приблизительно в IV веке до нашей эры и использовалась для языческих захоронений. Здесь до сих пор хранятся фрески и письмена крестоносцев, относящиеся к XII веку. По легенде, во II веке до нашей эры Соломония со своими сыновьями пряталась в этих катакомбах от сирийского царя Антиоха. Но их нашли и всех 7 детей убили на глазах у матери. Сама женщина скончалась от горя и была похоронена в одной из пещер. Так катакомбы получили свое название и стали считаться священным местом. В пещерную церковь с часовнями съезжаются верующие со всего мира, надеясь, что это поможет исцелить любой недуг. Перед входом в катакомбы люди вешают на фисташковое дерево вещи больных, набирают святую воду из источника в глубине подземелья и обращаются к Святой Соломонии с мольбами о помощи. Подземный город Карис на острове Киш, Иран. Старинное подземелье под иранским городом Киш было сооружено более 2500 лет назад. Оно располагается под землей на глубине 15 метров и занимает площадь порядка 10 тысяч квадратных метров. До сих пор неизвестно точное предназначение 3-километровых туннелей и способ их образования. Возможно, люди укрывались в подземелье от жары, так как температура воздуха здесь весь год держится на уровне плюс 24 градусов Цельсия. Внутри каменных лабиринтов оборудована старинная водопроводная система, которая обеспечивала водой засушливые районы. Она представляет собой серию вертикальных колодцев, построенных по древней технологии, вдоль склона для фильтрации воды. Несколько лет назад в подземелье сделали масштабную реконструкцию. Сейчас там работают магазины, кафе, кинотеатры, что еще больше привлекает в Карис нескончаемый поток туристов. Катакомбы Ком-эль-Шугафа в Александрия, Египет. Настоящий подземный лабиринт является одним из самых важных исторических объектов в Александрии. Катакомбы были случайно обнаружены в 1900 году, когда осел, бродивший по окраине города, провалился в шахту. Археологи предполагают, что подземелье было сооружено около 2000 лет назад и изначально предназначалось для захоронений одной богатой семьи. Позже место погребения расширили, и сейчас здесь покоятся несколько сотен мумий. В катакомбы ведет винтовая лестница, спустившись по которой на глубину 30 метров можно попасть в ротонду, куполообразное круглое помещение. От ротонды сетью расходятся многочисленные залы и погребальные камеры с высеченными нишами для саркофагов. Сама гробница состоит из 3 уровней: верхней погребальной комнаты, основной и нижней, которая ныне затоплена. Архитектура и роспись катакомб Ком-эль-Шугафа соединила в себе элементы
древнеримского, греческого и египетского стиля. Все гробницы украшены статуями, колоннами и барельефами, которые сохранились практически в первозданном виде. Много неизведанного, таинственного и захватывающего скрывается в недрах земли. Что-то поражает, что-то пугает, что-то заставляет возвращаться в подземное царство снова и снова. Но ни одно из этих мест не оставит вас равнодушным. Это был топ-11 самых удивительных катакомб и подземных городов мира. Пишите в комментариях, какую из этих подземных туннелей вы бы не отказались увидеть собственными глазами. А может быть, вы какой-то из них уже посещали. Для большинства людей холодный фронт зимой означает укутывание лишним слоем одежды. Но на Земле есть несколько мест, где температура падает до диких крайностей. Настолько, что даже ад замерзает. К счастью, большинство зим не приближаются к леденящим кровь температурам минус 68 градусов по Цельсию, как в одной маленькой отдаленной деревне, которую часто называют самым холодным городом на Земле. Согласно книге рекордов Гиннесса, в 1933 году температура там упала до рекордно низкого уровня, что сделало это любопытное место самым холодным постоянно заселенным поселением. Итак, топ-15 самых холодных мест на Земле. В Норвегии ад действительно замерзает. Ад, Норвегия. Маленький город, где проживает чуть более 1500 жителей, является популярной остановкой для туристов, желающих направить открытки из ада. Третью часть года температура часто опускается ниже 0. Средняя температура зимой составляет до минус 13 градусов по Цельсию. Столица Манитобы, Виннипег, своей ошеломляющей холодной погодой обязана ветру. Город расположен в обширной прерии, где не так много естественных преград, которые защищают его от ветров, доносящихся зимой с Арктики. Средняя температура января выше 0 – 2,5 градуса. Но если бросить ветер, будет минус 14 градусов. Одна из самых популярных вещей, которые можно сделать на свежем воздухе Виннипега, это отправиться в дубовый гамак-марш, надеть снегоступы и насладиться свежим зимним воздухом, ища следы животных. Астана. Современный город с футуристической архитектурой, сверкающими мечетями и множеством торговых и развлекательных центров. Хотя летние месяцы теплые, зима в Астане долгая, сухая и исключительно холодная. Были зарегистрированы экстремально низкие значения минус 51,5 градус Цельсия, хотя среднемесячное значение для января составляет минус 14,2 градуса Цельсия. Большую часть лет река города остается замерзшей с середины ноября до начала апреля, что делает это место одним из самых холодных городов мира. Этот город на севере Миннесоты называет себя ледяной коробкой нации. И с рекордными минимумами в минус 48 градусов Цельсия и средним сезонным снегопадом больше 1 метра, это утверждение вполне оправдано. В International Falls больше всего дней в году с высокими температурами ниже 0, чем в любом инкорпорированном городе на прилегающей территории США, не говоря уже о впечатляющем ночном небе. Он наиболее известен своим пересечением границы с Канадой и воротами в близлежащий национальный парк Voyagers. Парк популярен среди любителей каякинга и пеших прогулок летом, а также катанием на беговых лыжах и подледной рыбалкой. International Falls, возможно, не самый холодный город на Земле, но он близко. Средняя температура января – минус 15 градусов. Харбин точно не закрыт на зиму. В городе с более чем 9 миллионами жителей ледяная температура идеальна для ледяного города. Даже январские температуры, достигающие минус 19,5 градусов Цельсия, не могут удержать людей от ежегодного международного фестиваля льда и снега в Харбине. Он проходит с конца декабря до середины февраля каждого года. Помимо невероятных ледяных и снежных скульптур, здесь можно испытать огромное количество разнообразных зимних развлечений, таких как катание на коньках и ледяной гольф. Находясь к северу от национального парка и заповедника Денали, нельзя найти лучшего места, чтобы увидеть великолепное северное сияние, чем веселый аляскинский город Фэрбэнкс.
Если вы планируете посетить Фэрбэнкс в январе, ожидайте, что средняя температура будет около минус 22 градусов. Для тех, кто любит холодную пору, есть чем заняться на просторах Аляски. Помимо великолепного светового шоу в небе, здесь можно покататься на собачьих упряжках, снегоходах, посетить подледную рыбалку и даже порезвиться с оленями. Улан-Батор, расположенный на высоте 1329 метров над уровнем моря на краю степей Монголии, является самой холодной национальной столицей в мире. Город переживает экстремальные сезоны с зарегистрированными летними максимумами 39 градусов. Однако низкие, минус 42 градуса в течение долгих зимних месяцев, дают Улан-Батору среднегодовую температуру, которая колеблется чуть ниже 0. Помимо того, что Улан-Батор является международными воротами в живописные заповедные зоны Монголии, он может похвастаться множеством богатых культурных достопримечательностей. От буддийских храмов в тибетском стиле до увлекательных галерей современного искусства. Улан-Батор – один из самых холодных городов мира в целом, помимо того, что это самая холодная столица. Средняя температура января – минус 24,5 градуса. Барроу, расположенный за полярным кругом на Аляске, является самым северным городом США. Здесь самая низкая средняя температура среди всех городов Аляски, усугубляемая частыми облачностями и сильными ветрами. Солнце остается за горизонтом 65 дней в году, в то время как в среднем только 120 дней в году наблюдаются высокие температуры, превышающие точку нуля. Однако, несмотря на рекордно низкие минус 49 градусов, есть множество причин посетить Барроу. К ним относится его богатая инупиатская культура, красота окружающей тундры и возможность увидеть северное сияние в этом холодном городе, который, по общему признанию, не самый холодный город на Земле. Средняя температура января – минус 25 градусов. Столица северо-западных территорий Канады находится в 250 милях к югу от полярного круга. Из 100 канадских городов, включенных в исследование Environment Canada, Yellowknife является самым холодным круглый год. Здесь самая холодная зима, самые сильные холода и самый продолжительный сезон снежного покрова. Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная, была минус 51 градус Цельсия. Но, по иронии судьбы, здесь также самое солнечное лето в Канаде. Yellowknife, богатой историей золотой лихорадки, является меккой для искателей приключений, предлагая различные виды деятельности, от пеших прогулок под полуночным солнцем до катания на собачьих упряжках, снегоходах и наблюдения за северным сиянием, в дополнение к его титулу одного из самых холодных городов в мире. Средняя температура января – минус 18,2, минус 27,9 градусов Цельсия. Норильск – самый северный город мира с более чем 100 тысячами жителей и один из 3 крупных городов, расположенных в зоне сплошной вечной мерзлоты. При минус 10 это самая низкая среднегодовая температура среди всех больших городов, в то время как минимумы достигают экстремальных значений минус 53 зимой. Норильск вряд ли станет крупным туристическим центром, несмотря на наличие музеев, картинной галереи и одной из самых северных мечетей в мире, поскольку горнодобывающая промышленность сделала его одним из самых загрязненных мест на Земле, а город был открыт для иностранцев с 2001 года. Самые холодные города мира не всегда самые чистые. Средняя температура января – минус 30 градусов. В Оймяконе, одном из самых холодных населенных городов в мире, живет всего 500 человек. Здесь температура может составлять в среднем около минус 14,5 градусов по Цельсию. А в январе 2018 года температура опустилась до немыслимых минус 31,5 градуса мороза. Но даже эта температура была не такой холодной, как может иметь Оймякон. В 1924 году температура резко упала до рекордных 55,5 градусов Цельсия. Удивительно, но летом в Оймяконе температура относительно теплая. Средние максимумы колеблятся от 15,5 до 25,5 градусов. Любопытный российский форпост Диксон является самым северным поселением на азиатском континенте.
Неудивительно, что он считается самым холодным городом в Азии. И если морозного климата было недостаточно, чтобы жить в нем уныло, жители Диксона также погружаются в состояние постоянной темноты с начала декабря по начало января каждого года. С декабря по март среднесуточная температура ниже минус 20 градусов Цельсия. Но в летние месяцы с очень длинными днями дела, по крайней мере, немножко оживляются. Невероятно, учитывая расположение Диксона глубоко за полярным кругом. Портовый поселок имеет рекордную температуру 26,9 градусов Цельсия и был отмечен как самый быстро прогревающийся город в России в 2018 году. При этом серьезную озабоченность здесь вызывают последствия изменения климата и глобального потепления. Якутск – столица Республики Саха. Расположен примерно в 448 километрах к югу от полярного круга. Якутск со средней температурой января минус 40 градусов Цельсия считается самым холодным городом на Земле, по крайней мере, если рассматривать крупные города. Такие достопримечательности, как Ледяной музей Царства Вечной Мерзлоты, Христианский рынок и Национальный художественный музей Республики Саха делают этот город достойным местом для тех, кто не против холода. Средняя температура в июле составляет 19,5 градусов Цельсия, что делает его летним вариантом для путешественников в хорошую погоду. Средняя температура января – минус 40 градусов. Прибрежный город Икалуит – столица обширного, но малонаселенного северного региона Нунавута. Очень холодное место. На протяжении тысячелетий это было популярное место рыбалки среди инуитов, а его название буквально означает «место множества рыб». В Икалуите климат похож на климат Йоахейвен. С учетом прохладного ветра зимой здесь может быть до минус 60 градусов Цельсия. Несмотря на сильные холода, вы можете быть удивлены, узнав, что население Икалуита на самом деле растет на 15,5%, зафиксированным при последней переписи населения. С населением чуть более 1000 человек сложно назвать Йоахейвен городом. Но поскольку это единственное поселение на большом канадском острове Короля Уильяма, это, безусловно, одно из самых холодных мест на Земле с постоянными жителями. И именно этот город получает первое место. Предки местных инуитов, лежащих за полярным кругом на крайнем севере Канады. Они оттачивали навыки охоты и выживания в суровые зимы в таких экстремальных условиях. С декабря по март ртуть опускается ниже 30 градусов Цельсия почти каждый божий день. А в минувшие годы в крайних случаях даже упала ниже минус 50 градусов. Июль и август – единственные месяцы в году, когда средние ночные минимумы выше 0. Ну как, вам по-прежнему холодно? Наверное, все мы слышали о том, что углекислый газ накапливается в атмосфере нашей планеты и тем самым существенно влияет на возникновение парникового эффекта. Во всем мире правительства разных стран и крупные предприниматели стараются снизить выбросы этого парникового газа. И вот когда враг, казалось бы, определен и осталось лишь планомерно побороть его, на сцене появляется новый злодей. И имя его – метан. Метан считается третьим по значимости парниковым газом в атмосфере Земли после водяного пара и углекислого газа. Его вклад в парниковый эффект оценивался от 4 до 9%. Очевидно, последние данные вынуждают пересмотреть это утверждение. Метан более сильный газ по парниковому воздействию, чем углекислый. Если степень воздействия углекислого газа на климат условно принять за единицу, то парниковая активность того же малярного объема метана составит 21-25 единиц. Да и стоит учесть, что с 1750 года концентрация метана в атмосфере Земли увеличилась примерно на 150%, и на ее долю приходится 20% от общего радиационного воздействия всех долгоживущих и глобально смешанных парниковых газов. За 20 лет метан накапливает тепла в 84 раза больше, чем углекислый газ. Треть глобального потепления сегодня вызывается именно метаном, главные источники которого – добыча ископаемого топлива, крупный рогатый скот, рисовые поля и свалки. Есть мнение, что часы метановой бомбы тикают в Арктике, в залежах вечной мерзлоты.
И это мнение не безосновательно. По данным доклада ООН, вечная мерзлота содержит 1700 гигатонн углерода. Это в 2 раза больше количества углерода, накопившегося в атмосфере. Причем огромная часть парниковых газов, пока еще не вырвавшихся на свободу, залегает в замерзших болотах Западной Сибири. На территории, равной по площади Франции и Германии, фактически затаилась бомба замедленного действия. Всего несколько лет назад эти тревожные предположения начали подтверждаться. Пузырь метана, сформировавшийся под слоем тающей вечной мерзлоты в Ямальской тундре в Сибири, лопнул, образовав воронку глубиной 50 метров. Глыбы грунта и льда были выброшены за сотни метров от эпицентра воронки на полуостров Ямал. Это только кажется, что субарктический район Западной Сибири – суровый край с нескончаемым холодом, глыбами льда, вечной мерзлотой, где средняя температура самого теплого месяца плюс 10 градусов по Цельсию. Во всяком случае, эта информация, подчеркнутая из учебников и энциклопедий, устаревает прямо на глазах. В результате глобального потепления именно здесь, в Западной Сибири, быстрее всего повышается температура воздуха. Первый известный кратер Ямальская воронка был открыт летом 2014 года, а впоследствии было обнаружено еще несколько десятков подобных форм рельефа. Вскоре было предложено в научной литературе называть их воронками газового выброса. Известные воронки расположены в приполярных районах Западной Сибири на суше, дне рек и озер. Природа формирования этих образований еще изучаются. Причины и механизм их формирования не до конца ясен. Но большинство исследователей сходятся во мнении о том, что их образование, скорее всего, происходит под влиянием процессов в многолетне мерзлых породах, которые приводят к появлению зон накопления свободного природного газа вблизи поверхности. В таком случае при превышении пластового давления накопившихся газовых флюидов, в частности нефти и газа, под давлением толще вышележащих пород может произойти лавинообразный выброс газонасыщенных горных пород. Другие исследователи рассматривают это явление как соответствующее определению криовулканизма, при котором вместо расплавленных скальных пород извергается метан. Таяние мерзлоты приводит не только к образованию нового метана вследствие микробного разложения законсервированного органического вещества, но и к высвобождению значительных количеств древнего термогенного метана из ниже лежащих горных пород. К таким выводам пришли ученые, проанализировав эмиссию метана на севере Сибири в условиях тонких почв, отсутствия болот и слаборазвитого растительного покрова. Они связали быстрое наступление проницаемости слоя мерзлоты и подстилающих ее карбонатов с аномальной жарой в июле 2020 и апреле 2021 годов. Ученым удалось обнаружить значительные выбросы метана над территориями, покрытыми тонкими почвами с редкой растительностью и практически отсутствующими водно-болотными угодьями. В этих местах эмиссию CH4 невозможно объяснить микробным разложением почвенного органического вещества или дыханием болот. В то же время выявленные очаги поступления метана в атмосферу совпадают с расположением Енисей-Хотангского прогиба, местом близкого к поверхности залегания палеозойских карбонатов. Эти породы вмещают в себе древний термогенный метан в виде газогидратов. Также оказалось, что выделение этого парникового газа, во многом ответственного за появление в арктическом регионе, происходит из древнего глубинного источника в земной коре под морем Лаптевых. Математические модели, на которых базируется климатическая политика большинства стран, были разработаны еще до 2020 года, который стал рекордно жарким для Арктики и отличился масштабными природными пожарами и резким таянием многолетней мерзлоты в этом регионе. То есть все происходит гораздо быстрее, чем думали раньше. Мерзлота тает стремительно. Вот, например, в Норвегии темпы роста средней температуры почвы за последние 10 лет увеличились в 4 раза по сравнению с прошлым столетием. Теперь немного математики. Сегодня общий объем выбросов парниковых газов в атмосферу составляет 7 миллиардов тонн. Это в углеродном эквиваленте. Как мы уже сказали, метан в 21 раз мощнее углекислого газа. Значит, и выброс будет по своим последствиям в 21 раз серьезнее. Исследователи отмечают, что всего под дном океана могут быть скрыты сотни миллионов тонн метана, которые сейчас сдерживаются покрышкой зоны многолетней мерзлоты.
мерзлоты. Основной риск заключается в том, что по мере дальнейшего прогрева Арктики и освобождения арктических морей от поверхностного льда, в летний период произойдет резкое разрушение слоя мерзлоты, и в атмосферу единовременно будет выброшена большая масса метана, что, несомненно, отразится на климате не только арктического региона, но и планеты в целом. Ученые обеспокоены риском экологической катастрофы, если метан будет скапливаться вблизи газопроводов, производственных объектов или жилых районов. В ряде областей метан, как мы видим и по спутниковым данным, и собственными глазами, во время вертолетных инспекций буквально подпирает газовые трубы, отмечают ученые. Не стоит забывать и о других последствиях. Коренные народы Севера, к примеру, теряют привычную среду обитания. Меняется природа. Границы лесов, где тайга переходит в тундру, сдвигается дальше на север. Если мы ничего не сделаем с изменением климата, тем самым мы можем запустить дополнительные механизмы, и нам придется бороться с гораздо большей опасностью. Особенно актуальна эта проблема, как и проблема изменения климата в целом для России. Ведь больше половины территории страны занимает вечная мерзлота. В основном это Западная, Восточная Сибирь и Забайкалье. Территория по площади больше США, Канады или Китая. Поэтому и ответственность за контроль, а также меры противодействия климатической катастрофе на ней лежат немалые. Глава Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов сказал: в 90-е годы прошлого века была разрушена существовавшая с советского времени система мониторинга процессов изменения почвы. Все причастные к этой теме помнят, что существовали так называемые мерзлотные комиссии в муниципалитетах, которые мониторили на местах, смотрели, где просаживаются фундаменты, где какие первоочередные действия нужны. До сих пор эта система так и не восстановлена. Поэтому мы взяли на себя смелость на основе современных технологий воссоздать с нуля полноценную систему мониторинга изменений многолетней мерзлоты. Как бы то оно ни было, ясно одно – нам необходимо меняться. Некоторые ученые уже пытаются возродить оттаившую экосистему плодородных степей, десятки тысяч лет назад служивших пастбищами для мамонтов. На площади 20 квадратных километров ученые разводят оленей, лосей, бизонов, зубров и прочих травоядных. Анализируя все сказанное, можно сделать вывод, что остановить будущее нельзя, но можно его существенно отложить. Тогда станет возможным снизить риск одномоментной катастрофы, и это позволит нам лучше подготовиться к новой реальности. Всем привет! Большинство из нас любят путешествовать. Это и неудивительно, ведь хочется увидеть разные города и страны, которые отличаются друг от друга. Посещение новых мест придает человеку энергии, дает силы и море новых впечатлений. Путешествия меняют людей, ты будто возвращаешься другим человеком после нового места. Но если одни города приносят положительные эмоции и заряд бодрости, то другие наоборот. В мире существует множество опасных мест как для местных жителей, так и для туристов. Поэтому лучше знать о таких местах и стараться их избегать. Давайте узнаем, какие же города самые опасные в мире. Поехали! Сан-Педро-Сула, Гондурас. Опаснейший город, который погряз в насилии и убийствах. Только представьте, каждый год на 100 тысяч жителей здесь совершается 170 убийств. Здешние правила позволяют жителям свободно покупать и владеть оружием, что, конечно же, способствует преступности. Это своего рода наркостолица. Здесь фасуют кокаин перед тем, как отправить его в США. Все об этом знают, но сделать ничего не могут. Здесь опасно просто ходить по улицам. Известен случай, когда местные жители убили туриста и забрали у него камеру. В этом городе царит абсолютная анархия. Ежедневно здесь убивает несколько человек. Городом правит коррупция, наркотики и оружие. Каракас, Венесуэла. Столица Венесуэлы считается самым опасным городом в Южной Америке. К тому же Каракас не отличается особыми достопримечательностями, красотой или памятниками архитектуры. Здесь практически нет безопасных районов. В любой момент среди бела дня вас могут убить или ограбить. Наибольшая опасность – это мотоциклисты, так называемые моторисадо.
Вы легко отделаетесь, если у вас просто выхватят сумку, в худшем случае могут застрелить. В Каракасе туристам совсем не сладко. Известны случаи, когда путешественники были убиты при выходе из аэропорта или при поселении в гостиницу. В Каракасе очень заметно деление населения на богатых и бедных. Здесь рядом живут миллиардеры и тысячи людей за чертой бедности. На улицах власть находится в руках местных банд. Даже полиция бессильна. Только в 2012 году было убито более 100 полицейских. Каракас не только столица Венесуэлы, но еще и столица наркотиков и убийств. Каждый год в Венесуэле совершается более 25 тысяч убийств. Тихуана, Мексика. Еще один из опаснейших городов мира. Находится он на границе с США. Здесь огромное число убийств на количество населения. Первым делом в глаза бросаются трущобы, похожие на индийские. Это и неудивительно, когда зарплаты совсем невысоки, а цены как в Америке. Акапулько, Мексика. Еще один красивый город-курорт в Мексике – Акапулько. Здесь отлично отдыхать туристам, но не стоит отходить от туристических маршрутов, ведь увиденное вас совсем не порадует. Местная полиция вам точно не поможет, она настолько увязла в коррупции и наркоторговле, что не знаешь, от кого больше опасности – от местных бандитов или от полицейских. На 100 тысяч человек здесь совершается более 100 убийств. Город погряз в жестокости и наркотиках. Когда-то красивый город с удивительными пляжами, воспетый музыкантами и поэтами, сегодня известен своей криминальной историей. Сьюдад-Хуарес, Мексика. Третий город в Мексике с такой же проблемой. Огромное количество убийств, грабежей, торговля наркотиками и оружием. Здесь даже днем опасно ходить по улице, можно нарваться на разборки местных банд. На улицах этого города постоянно дежурят множество полицейских машин, хотя и среди полицейских много оборотней. Из-за коррумпированных полицейских в городе творится беспредел. Местные жители начали массово уезжать из города в поисках более безопасного места для жизни. Питер-Мариенсбург, Южная Африка. Этот город когда-то посещал Махатма Ганди, и именно ему установлен памятник в центре Питер-Мариенсбурга. Тем не менее, здесь творится полный беспредел. Права людей нарушаются постоянно. На улице тысячи беспризорных детей. Здесь даже днем опасно находиться. Этот город считается одним из самых опасных в Южной Африке. Йоханнесбург, Южная Африка. Еще один город в Южной Африке и один из самых криминальных мегаполисов во всем мире. Не так давно в Южную Африку стало возможно приезжать без визы и находиться тут до 90 дней. Но надо ли оно вам? Отзывы туристов разнятся. Кто-то утверждает, что здесь очень опасно даже днем. Другие говорят, что такие заявления сильно преувеличены. Порт Морсби, Папуа-Новая Гвинея. Этот город имеет необычную историю. Он считается столицей потомков каннибалов. Высокий уровень бедности и преступности делает этот город очень опасным для жизни и для путешествий. Форталеза, Бразилия. Еще один опасный город с высоким уровнем преступности. Форталезу еще называют городом воров. Даже несмотря на то, что здесь живописные пляжи и красивая архитектура, местные жители все чаще покидают этот город. Коррупция, наркотики, ограбления, убийства и похищение людей. Все это здесь стало обычным явлением. Кейптаун, ЮАР. Кейптаун, пожалуй, самый опасный город в Южной Африке. Ни дня не проходит без убийств, перестрелок, ограблений и нападений. Город погряз в бедности и беспорядках. Если вы решите посетить Кейптаун, не путешествуйте в одиночку, не берите с собой ценные вещи и не отклоняйтесь от туристических маршрутов. Карачи, Пакистан. Бывшая столица Пакистана сегодня представляет собой весьма злачное место. Беззаконие, коррупция, преступность и политическая нестабильность сделали этот город очень опасным. Любой вопрос здесь решается оружием или деньгами. Здесь прячутся от закона торговцы людьми, а сумасшедшие фанатики могут в любой момент устроить теракт. В этом городе перестрелкой среди бела дня никого не удивишь. Могадишо, Сомали. Из-за затянувшейся гражданской войны из этого города сбежала половина местных жителей. Каждый день здесь происходят обстрелы, бомбежки, похищения, а больниц и врачей не хватает, чтобы помочь раненым. Могадишо разделен на две половины. Южная считается более безопасной. Чтобы попасть из одной части в другую, необходимо пройти тщательный контроль. Пересекать эту границу можно только пешком. Здесь вы не найдете уцелевших зданий, а жители вынуждены ночевать в лагерях для беженцев или
или в развалинах домов. Масейо, Бразилия. Этот курортный город привлекает туристов своими красивыми пляжами, белым песком и удивительными пейзажами. Но все же, это один из опаснейших городов, где на 100 тысяч местных жителей происходит 135 убийств. Пропасть между богатыми и бедными здесь просто огромная. Практически все жертвы преступлений местные жители, а не туристы. Тегусигальпа, Гондурас. В этом городе правят уличные бандиты. Они собирают налоги, а тех, кто не хочет платить, ждет убийство, шантаж или пытки. После депортации преступников из США обратно на родину преступность в городе серьезно выросла. Преступные банды соперничают друг с другом, совершая дикие и безумные вещи. Здесь опасно даже днем. На 100 тысяч населения происходит более 100 убийств в год. Багдад, Ирак. Времена, когда в Багдаде было все спокойно, давно забыты. После американской оккупации город стал центром боевых событий. Здесь ежедневно происходят взрывы, перестрелки, стычки, а стрельба по жилым кварталам уже стала обычным делом. Вода и электричество в этом городе подается по часам. Багдад завален мусором, а большая часть города пуста. Кали, Колумбия. Город полностью заполнен бандитами. Здесь царит беззаконие и преступность. Помимо этого, в Кали действуют партизанские отряды, которые недовольны правительством. Убийство местных жителей здесь уже стало нормой. На 100 тысяч жителей происходит более 80 убийств. Тем не менее, это очень красивый город, привлекающий к себе туристов. Сан-Сальвадор, Сальвадор. В городе господствуют две крупные банды – МС-13 и Баррио-18. Именно они держат жителей и весь город в напряжении. Столица Сальвадора просто кишит преступниками, которые устраивают свои разборки даже днем на улицах города. Детройт, США. Детройт считается самым опасным городом в США. Еще фильм «Робокоп» показал этот город весьма опасным, где царит насилие и преступность. Почти 40% местного населения находится за чертой бедности. Население города менее 700 тысяч людей, где на 100 тысяч приходится 45 убийств и более 2000 избиений ежегодно. Сана, Йемен. Еще один опаснейший город, где политическая нестабильность наихудшим образом повлияла на жизнь людей. Преступность существенно выросла. Здесь уже никого не удивишь нападениями, взрывами, убийствами и грабежами. Город просто погибает от нехватки воды и электричества. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Несмотря на то, что убийств здесь не так много, как в других городах Бразилии, Рио-де-Жанейро далеко не безопасный город. Здесь вы практически 100% будете ограблены. Уровень преступности вырос, хулиганство и грабежи участились. Каждый год количество грабежей растет, особенно крадут телефоны. Тем не менее, сюда приезжает множество туристов ежегодно. Большинство из них приезжает посмотреть чемпионаты по футболу и увидеть статую Христа. Конечно же, любой город, даже самый безопасный, может таить в себе опасность. В каждом городе есть места, которые стоит избегать. Каждому из нас необходимо знать, какие города мира лучше не посещать и выбирать для путешествий более безопасные маршруты. Какой город из нашего списка впечатлил вас больше всего? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о городах, которые до глубины души поражают ужасными условиями для жизни, высокой преступностью и нищетой. Африканский континент – колыбель бедных стран, но не только там живут люди за чертой бедности. В этом видео мы расскажем, в каких крупных городах до сих пор нет электричества, питьевой воды и общественного транспорта, какие города катастрофически перенаселены и являются рассадником смертельных заболеваний. Вы узнаете, почему богатые природными ресурсами страны не могут обеспечить своих граждан достойными условиями жизни. Так что пристегивайте ремни и поехали в кругосветное путешествие по 10 беднейшим городам планеты. Дхарави, Индия. Около миллиарда жителей Индии запредельно бедны. Миллионы из них обитают в полной антисанитарии и не имеют доступа даже к питьевой воде. Дхарави – это административный район города Мумбаи, где находятся одни из крупнейших трущоб в мире. Здесь поселяются малоимущие люди, приехавшие из сел в поисках работы. Около миллиона человек проживает в основном в домах из картонной коробки в несколько метров с крышей из куска пластика или шифера. Аренда такого жилья составляет около $4 в месяц при средней зарплате
зарплате в день $1-2. В Дхараве есть и высотки, но их внешний вид отнюдь не лучше трущоб. Вместо главной улицы здесь широкая труба, по которой люди добираются к работе. По всей территории раскиданы горы мусора. Жители могут спать прямо на лавках, сидеть на земле, пренебрегая санитарными нормами. Здесь много попрошаек, но есть и рабочий класс. В Дхараве много местных фабрик, мастерских, но самая востребованная профессия – сортировщик мусора. Район трущоб сильно контрастирует с респектабельным Мумбаем, центральная часть которого построена англичанами в европейском стиле. Но грязные бедные кварталы все равно пользуются популярностью среди туристов. Конакри, Гвинея. Ужасающая бедность, эпидемии и ядовитые твари. Первое, что приходит на ум при упоминании Гвинеи. Несмотря на изобилие природных ресурсов, бокситов, алмазов, золота, большая часть населения страны катастрофически бедная. В городе Конакри, столице Гвинеи, отсутствует общественный транспорт, до сих пор встречаются перебои с электричеством и водоснабжением. Этническая дискриминация и колоссальное социальное расслоение затормаживают развитие перспективного портового города. Средний доход в Конакри составляет $5 в день, а цены на товары и услуги совсем не дешевые. Например, 1 литр бензина стоит около $1,5. Сама столица утопает в мусорных свалках, от которых за километр слышен неприятный запах. Обратиться в больницу или дать ребенку достойное образование уже роскошь. Истерзанная войнами и пропитана коррупцией Гвинея очень медленно развивается. Люди зарабатывают себе на жизнь в основном в ресурсодобывающих компаниях и на предприятиях обрабатывающей промышленности. Кроме того, через порт Конакри осуществляется экспорт фруктов, кофе, ценных ископаемых, рыбы. Но этого не хватает для преодоления финансовых проблем. Монровия, Либерия. В XIX веке бывшие темнокожие рабы из Америки основали на берегу Атлантического океана страну свободы – Либерию. Но со временем гражданские войны, эпидемии лихорадки Эбола, затяжные экономические проблемы сделали Либерию беднейшей страной Западной Африки. Более 60% жителей живут за чертой бедности. Экономика сосредоточена на экспорте железной руды, каучука, древесины, но этого недостаточно для поддержания приемлемого уровня жизни граждан. В Монровии, столице Либерии, большинство населения живет на $1-2 в сутки. Люди вынуждены жить и трудиться без электричества и при отсутствии питьевой воды. Чтобы обеспечить семью и хозяйство, местные жители дожидаются автоцистерн с водой, но и те ездят нерегулярно. В городе отсутствует асфальтированное покрытие и общественный транспорт. На огромные расстояния либерийцы передвигаются пешком по грязным разбитым улицам. В Монровии не хватает квалифицированных врачей и препаратов, что порождает высокий риск заражения инфекциями ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями. Международные политические организации помогают стабилизировать ситуацию в Либерии, но процесс восстановления проходит очень медленно. Петаре в Каракасе, Венесуэла. Когда-то богатое нефтью южноамериканское государство Венесуэла переживает трудные времена. Раскол власти, обвал экономики, гиперинфляция привели население страны к бедности и росту преступности. Столица Венесуэлы Каракас – один из самых опасных городов мира. В этом большом, но очень бедном городе многие здания превратились в руины. Большинство людей не могут получить хорошее образование или найти достойную работу. Столица поделена на районы. К юго-востоку расположены более-менее безопасные кварталы. А вот в западные районы лучше не заходить. Один из самых известных криминальных районов Каракаса – трущобы Петаре. Здесь каждый день борьба за выживание. Большинство людей живут в так называемых домах из картона и тряпок. Петаре – это рассадник несовершеннолетних воров и убийц, обитающих в горах мусора. Районом правят уличные банды, постоянно воюющие между собой за власть. От рук уголовников ежедневно погибает более десятка людей. Местные жители страдают от насилия, голода и антисанитарии. Невозможность купить еду и лекарства толкают их ступать на преступный путь. Антананариву, Мадагаскар. Мадагаскар – одно из беднейших государств мира, застрявшее в промышленном средневековье. Коррупция, военные конфликты, государственные перевороты сделали более 70% населения страны критически бедными. Столица Мадагаскара напоминает один большой стихийный рынок.
Местные жители, будучи запредельно бедными, не любят просить милостыню. Они найдут способ заработать. В основном они продают то, что найдут на многочисленных городских свалках. Колоритные торговцы переносят свой товар на головах и раскладывают прямо на тротуаре. Кроме того, люди здесь занимаются животноводством, обработкой земли и производством кирпича. На неасфальтированных дорогах можно встретить современные автомобили, гужевой транспорт и даже самодельные аппараты. Поскольку большинство земли заселено незаконно, город переполнен людьми, живущими в антисанитарии. Но неплохие условия, невысокий уровень преступности и смертности не мешает местным семьям иметь в среднем по 5 детей. Кибера в Найроби, Кения. Найроби – столица Кении и самый большой город в Восточной Африке. Это город контрастов, где шикарные небоскребы сменяют бесконечные трущобы. В 6 километрах от центра Найроби находятся самые большие трущобы Африки – Кибера. В начале 20 века британское колониальное правительство поселило здесь нубийских солдат. В поисках работы сюда больше приезжало сельских мигрантов, арендуя жилье у нубийских помещиков. Сегодня в Кибера проживает около 1 миллиона людей, представителей основных этнических групп Кении. В независимой, динамично развивающейся Кении на окраинах столицы проживают абсолютно нищие люди. Их хижины слеплены из глины, фанеры, ржавого металла и битого шифера. Свернувшись калачиком, большинство из них спит прямо на полу, предварительно закопав раскаленный уголь в землю, чтобы согреться. Лишь 20% жителей трущоб имеют электричество, а радио или телевизор есть только у единиц. Канавы вдоль улиц служат стоком для отходов, источником воды и своеобразной канализацией. В Кибере есть несколько общественных туалетов, где можно помыться, постирать одежду и справить нужду. Но кенийцам проще заменить туалет пакетом и выбросить его на улицу, как остальной мусор. Эти трущобы – рассадник СПИДа, туберкулеза и холеры. В таких условиях в Кибере работают магазины, кафе, люди ходят на работу, занимаются домашними делами. Манила, Филиппины. Филиппины известны туристам как райское место с шикарными пляжами и белоснежным песком. Но на самом деле жизнь большинства местного населения омрачает беспросветная нищета. А все потому, что страна неблагополучная, природные ресурсы истощены, все отрасли жизни коррумпированы, города перенаселены. Столица государства Манила – самый густонаселенный город мира. В огромном мегаполисе, кроме музеев, церквей и современных высоток, есть и трущобы. На окраинах, в бедных районах, проживает около 20% местных жителей, и с каждым годом их число увеличивается. В таких районах царит бедность и безысходность. Преступность, частые пожары в деревянных домах, мусор под ногами – вот описание этого места. На Филиппинах легализовано бродяжничество. Здесь очень легко стать бомжом, потеряв дом во время очередного стихийного бедствия или обанкротившись. Но больше всего поражает северное кладбище Манилы. Здесь, прямо на могилах, целыми семьями живут около 10 тысяч людей. На кладбище есть магазины, кафе и даже детские площадки. Бедняки поселяются в склепах вместе с мебелью и техникой. Некоторые из них зарабатывают, ухаживая за могилами или оказывая услуги посетителям. Киншаса. Демократическая Республика Конго. Гражданские войны, вооруженные столкновения, политические потрясения погрузили Конго в тотальную бедность. Наличие огромных залежей полезных ископаемых не способствует улучшению экономической ситуации. В стране до сих пор не удалось побороть коррупцию, преступность и внутренние конфликты. Большая часть Киншаса, столицы Конго, представляет собой сельскую местность. В городе проживает около 9 миллионов человек, средний заработок которых составляет $1 в день. Столица страдает от перенаселения, недостатка рабочих мест даже при низких зарплатах. Из-за высокого уровня преступности и детской беспризорности Киншаса стал не только бедным, но и опасным. Люди здесь редко доживают до 40 лет, так как трудятся на физически тяжелой работе. Кроме того, война привела к повышенной смертности мужского населения. От голода и истощения часто умирают женщины, которые не в состоянии себя прокормить. Без надлежащей медицины здесь часто вспыхивают эпидемии, такие как Эбола или желтая лихорадка. Многие жители Киншаса выживают лишь за счет гуманитарной помощи. Банги. Центральноафриканская республика. ЦАР – беднейшая страна мира.
Государство пережило правление диктатора-людоеда, насильственные захваты власти, множество войн, последние из которых длится до сих пор. Нестабильная ситуация в стране спровоцировала повальную безработицу, остановила развитие производства и способствовала обеднению населения. Столица Цар-Банги является одним из худших городов в мире по качеству жизни. Город делится на современные застройки и африканские кварталы. На окраинах столицы находятся самые неблагоустроенные районы. Здесь нет инфраструктуры, общественного транспорта и элементарных удобств. Большая часть населения по-прежнему неграмотная. Низкое качество здравоохранения, нехватка питьевой воды приводят к распространению таких заболеваний, как тиф, малярия, ВИЧ. Средняя продолжительность жизни людей не превышает 50 лет. Основной источник дохода жителей Банги – поодинокие туристы, заготовка сырья на экспорт, торговля на рынке, а заработок составляет чуть меньше $1 в день. Дакки, Бангладеш. Бангладеш – удивительная страна с богатой историей, древними памятниками, чистыми песчаными пляжами и всепоглощающей бедностью. Экономический рост страны тормозит коррупция, бездарное использование ресурсов, политическая нестабильность и социальное неравенство. Столица Бангладеша Дакка считается социальным дном планеты и самым грязным местом в мире. Из-за внутренних мигрантов, приезжающих на заработки, город похож на муравейник. На площади 304 квадратных километра проживает более 15 миллионов людей. В Дакке плохие дороги, почти нет светофоров, а скопление народа создает невероятные пробки. Уровень загазованности превышает норму в 10 раз. Местные жители исправляют нужду прямо на улицах, в канавы на обочине. Все вокруг завалено разлагающимся мусором, нечистоты сливаются на улицу или в реку. Рядом уличные торговцы продают еду, которую принято есть руками. Антисанитария и жаркий климат способствуют развитию эпидемий. Четверть населения Дакки безработна, а больше половины всех работающих заняты в домашнем хозяйстве или неорганизованном труде. Активное ведение сельского хозяйства не помогает полностью преодолеть голод, так как урожай периодически уничтожают наводнения. Это была десятка самых бедных городов мира, где люди не живут, а выживают. Как вы думаете, кто виноват в запредельной нищете? Власть или само население? И как можно исправить ситуацию? Пишите свое мнение внизу в комментариях. Кто не слышал о Бермудском треугольнике? Кого из нас не волновали аномальные исчезновения в этой зоне? Бермудский треугольник представляет собой определенную территорию в Атлантическом океане, где очень часто исчезают корабли и самолеты. Вершинами этого треугольника являются Пуэрто-Рико, Флорида и Бермудские острова. В Тихом океане есть похожий треугольник, который носит название Дьявольский. Уже много лет эта тайна не дает покоя величайшим умам нашей планеты. Есть версии, что виной этим загадочным исчезновением могут быть происки инопланетян или странные погодные явления. Но по сей день ведутся споры, и никто из ученых не может точно объяснить, что же происходит в этом заколдованном месте. Исчезновения самолетов и кораблей происходят довольно стремительно. Перед этим, как правило, резко выходят из строя все системы навигации и управления судном. Объяснением загадочных явлений может быть распад метана, происходящий на дне. Согласно этой теории, в океане образуются огромные пузыри, которые насыщены метаном. В этих пузырях плотность сильно понижена. Именно поэтому здесь корабли не могут плавать, а сразу тонут. Также метан вредит и самолетам. Поднимаясь, он может искажать показания альтиметров и снижать подъемную силу. В некоторых случаях метан может способствовать остановке моторов самолетов. Эта теория была даже экспериментально доказана. Так, меньше чем за минуту судно может затонуть из-за выброса метана. Еще одной теорией, объясняющей загадку Бермудского треугольника, могут быть блуждающие волны, внезапно возникающие в океане. Эти огромные волны могут достигать высоту до 30 метров. С данной теорией можно детальнее ознакомиться в документальном фильме «Тайна Бермудского треугольника».
Такие волны возникают мгновенно и всегда неожиданно, с их силой не может справиться ни одно судно. Но это всего лишь теория. Еще несколько теорий – подвижные тектонические плиты и сильная сейсмическая активность в этой зоне. Также причиной бедствий судов можно считать течение Гольфстрим. Так появляется разреженный поток, который способствует поднятию волн. Загадка Бермудского треугольника еще состоит в том, что здесь неправильно начинают показывать направление компасы. В чем же кроется причина столь странного поведения приборов? Причиной могут быть гамма-лучи, которые излучает треугольник. Но на Земле нет таких лучей, и источник излучения пока неизвестен. Источником гамма-лучей может стать лишь атомный взрыв или же другая планета. Еще одной необычной теорией можно считать следующую. В океане при определенных условиях может возникать инфразвук. Воздействуя на мозг, он вызывает панику, и люди начинают покидать корабль, прыгая за борт. Также были выдвинуты совсем необычные и весьма экзотические версии о Бермудском треугольнике. Конечно же, без пришельцев, крадущих людей, не обошлось. Инопланетяне забирают в свои миры судна и людей для изучения. В 1965 году, 6 июня, пропал самолет недалеко от Багамских островов. Именно этот случай исчезновения самолета с людьми на борту часто связывают с похищениями инопланетян. Ведь в этот день астронавт Джеймс МакДивид сумел увидеть и запечатлеть на фотоаппарат неопознанный летающий объект именно в этом районе. Еще одна удивительная теория тоже связана с пришельцами. Так, согласно этой версии, марсиане прилетают, чтобы забрать к себе на планету воду из океана. Корабли и самолеты выходят из строя из-за работы двигателей космического корабля инопланетян, которые работают на ядерном горючем. Весьма неправдоподобная, но очень интересная теория. Гуманоиды, живущие в подводных куполах, устраивают исчезновения и катастрофы. Вокруг инопланетян строится множество теорий. Еще одна версия: пришельцы с Венеры хотят захватить нашу планету и поэтому вырыли под толщей воды пещеры. Жителям Венеры такие пещеры служат опорными пунктами. На глубине 910 метров под водой такое же давление, как и на Венере. Именно во время перелетов и погружения инопланетян и случаются катастрофы с нашими самолетами и кораблями. Весьма фантастическая теория, которая понравится любителям фильмов о параллельных мирах. Из-за кривизны пространства на территории Бермудского треугольника открывается путь в космос, а также окно в другие миры. Еще одна фантастическая теория заключается в том, что внутри нашей планеты живут некие существа, которые построили силовые установки. Эти сооружения и вызывают магнитные возмущения, из-за которых происходят катастрофы. Следующая теория также понравится любителям фантастических книг и фильмов. Согласно ей, в этом районе живут древние существа – динозавры или огромные кракены, которые топят проходящие корабли. Для любителей древних мифов отлично подойдет теория о том, что в этом районе жили атланты. Именно они смогли активировать особый прибор, который должен был стать источником огромной энергии. Но он вместе со всей Атлантидой затонул. Тем не менее, периодически он включается, что приводит к возникновению сильных энергетических полей, которые и губят суда. Следующая теория связана с трещинами на океаническом дне, из которых выходят газ и пар, неизвестные современной науке. Именно они способствуют созданию сильного магнитного поля, которое губит воздушные суда и корабли. Но даже когда эти пары совсем незначительны, они все равно могут навредить, вызывая галлюцинации, заставляющие людей выпрыгивать за борт. Согласно утверждениям криптозоологов, русалки, черти, домовые, эльфы и другие персонажи из сказок очень даже реальны. Они часто появляются в районе Бермудского треугольника и могут быть причастны к кораблекрушениям. В аномальной зоне Бермудского треугольника исчезнувшие суда попадают в будущее или прошлое. Здесь они могут перейти в четвертое измерение. Именно поэтому в разных местах океана находят суда из предыдущих эпох,
такие как летучий голландец. Еще одна теория состоит в том, что в 1943 году США проводили эксперимент. Он был назван эксперимент «Филадельфия». Цель эксперимента – сделать так, чтобы корабль со всем экипажем стал невидимым. Добивались этого, используя сильные магнитные поля. Именно это или что-то похожее и происходит в загадочном треугольнике по сей день. Первым человеком, который выдвинул интересную теорию разоблачения тайны Бермудского треугольника, стал писатель Ларри Куше. Книга вышла в свет в 1975 году. Он детально проанализировал все события и аномалии, выявив много неточностей, неправдивых и просто выдуманных данных. Автор утверждает, что Бермудский треугольник был специально придуман ради сенсации. Не такое уже рекордное количество катастроф здесь случается, а если и случаются кораблекрушения, то из-за активных пересекающихся морских и воздушных путей. Также здесь находится весьма разнообразная и сложная система течений, не дающая точно определить место катастрофы. Именно в этом районе весьма сложное дно и много отмелей. Немаловажную роль играет погода. В этом районе часто встречаются сильнейшие шторма, которые губительны для морских и воздушных судов. Многие исчезнувшие корабли имели технические неполадки, а самолеты заблудились, и у них закончились запасы топлива. Все эти случаи происходили довольно давно, когда техника не была столь надежной и продвинутой, как сейчас. Что еще нужно знать о Бермудском треугольнике? Внутри этого треугольника на дне были найдены две огромные пирамиды. Эти подводные творения по своим размерам намного превышают размеры египетских пирамид. По подсчетам ученых, этим сооружениям не менее 500 лет. Какие еще загадки и ужасы таит в себе Бермудский треугольник? Известно лишь одно – вопросов про эту аномальную зону намного больше, чем ответов. Это место внушает страх до сих пор, ведь ученые так и не смогли дать объяснение этому природному феномену. Привет, друзья! Сегодня мы расскажем о 15 самых больших пустынях мира. В одних пустынных просторах невыносимо жарко, а в других до смерти холодно. Одни места с удовольствием посещают туристы, а другие стараются обойти десятой дорогой. Посмотрите ролик до конца, чтобы узнать, есть ли жизнь под палящим солнцем и аномальным морозом. Какая пустыня наводит ужас зыбучими песками и затуманивающими разум миражами. И почему некоторые пустынные регионы до сих пор до конца не изучены исследователями. Так что садитесь поудобнее и поехали в путешествие по самым крупным пустыням нашей планеты. Большая песчаная пустыня. Вторая по величине пустыня Австралии расположена на северо-западе континента. В различных источниках представлена разная информация о размерах пустыни, но Австралийское министерство окружающей среды и наследия указывает цифру 284 тысячи квадратных километров. Большую часть ландшафта составляют песчаные массивы, барханы, дюны, летучие пески и солончаки. Местами красные дюны перерезают овраги, в которых протекают сезонные водотоки. Это одно из самых жарких мест Австралии с максимальной температурой до плюс 35 градусов Цельсия и довольно сухим климатом. На широтах пустыни веками жили аборигены, а некоторые племена обитают здесь до сих пор. Часть аборигенов продолжает чтить традиции предков, но некоторые из них ассимилировались и сейчас занимаются туристическим бизнесом. Местные жители проводят экскурсии по заповеднику Улура-Ката-Тьюта, окуная путешественников в культуру своего древнего народа. Такламакан. Необычно красивый и немного пугающий простор зыбучих песков. Это самая большая безводная часть Китая, занимающая 337 тысяч квадратных километров. Такламакан – классическая пустыня с пыльными бурями, изнуряющей жарой, райскими оазисами и затуманивающими рассудок миражами. Пустыня находится в сердце Таримской впадины, окруженная величественными горными хребтами Таньшань, Куньлунь и Паримским Нагорьем.
Такламакан покрыта настоящими песчаными горами, огромными барханами, достигающими высоты нескольких сотен метров. В летний период температура поднимается до плюс 40 градусов Цельсия, а песок раскаляется до 100. Зимой столбик термометра опускается до минус 20 градусов мороза. Здесь бесследно пропали многие экспедиции и караваны. А само название толкуется как «пустыня смерти» или место, откуда не возвращаются. Каракумы. Песчаные просторы пустыни раскинулись на 350 тысяч квадратных километров и занимают 3/4 площади Туркмении. В переводе с тюркского слово «каракумы» означают «черные пески». Территория пустыни делится на заунгусские, центральные и юго-восточные каракумы. Рельеф представляет собой пересеченную равнину с преобладанием гряд, бугристых и бархатных песков. Зачастую между грядами образовываются солончаки и такыры, характерные узоры на засохшем глинистом грунте. В юго-восточной и центральной части пустыни проживает около 15% жителей республики. Наличие мелкой растительности позволяет людям заниматься земледелием и скотоводством. Также местные задействованы в нефтегазовой промышленности, ведь в недрах туркменских песков находятся большие месторождения нефти и газа. Чиуауа. Большая засушливая равнина расположена на границе Мексики и США. Она принадлежит сразу к 3 штатам США и 5 штатам Мексики, включая одноименный Чиуауа. Пустыня занимает более 360 тысяч квадратных километров, а ее ландшафт усеян горными грядами. Чиуауа простирается на возвышенности, поэтому климат там довольно мягкий. Широкие каньоны с плоским дном, по краям которых вытянулись горы с плоскими вершинами, напоминают фильмы о Диком Западе. Ближе к штату Аризона территория Чиуауа устелена опустыненными степями. В направлении Нью-Мексико поверхность простора белая, как будто укрыта покрывалом. Это связано с тем, что здесь песок образовался не из кварца, а из белого гипса, что представляет собой потрясающее зрелище. На территории Чиуауа есть несколько больших городов. В одном из них находится невероятная пещера, полностью заполненная гигантскими кристаллами. Кару. Жаркий регион на юге Африки, растянувшийся на 395 тысяч квадратных километров. Пустыня занимает треть ЮАР и часть Намибии. По типу поверхности она каменисто-глинистая. Выглядит Кару как бесплодная и безжизненная местность, покрытая редкой растительностью и пересеченная каменистыми горами. В восточной части пустыни преобладает средиземноморский климат, но на большую часть региона влага не поступает. Этому мешают Капские горы. Интересно, что зимой здесь выпадает наибольшее количество осадков, и весной пустыня расцветает. Несмотря на сильную засушливость, растительный мир Кару намного богаче, чем в других пустынях африканского региона. Кару нельзя назвать популярным туристическим местом, но время от времени сюда приезжают путешественники, чтобы увидеть это почти нетронутое людьми чудо. Патагонская пустыня. Песчано-каменистый простор Южной Америки. С одной стороны пустыни находится подножье Анд в Аргентине, а с другой — берег Атлантического океана. Она занимает более 400 тысяч квадратных километров, но из-за труднодоступности является одним из малоизученных мест. На просторах Патагонской пустыни раскинулись огромные ступенчатые плато с крупными склонами и глубокими каньонами между ними. В центральной части преобладают кустарниковые растения, которые ближе к западу сменяются травами. В холодном пустынном регионе зима протекает около 7 месяцев, а лето — около 5. Максимальная температура воздуха поднимается до плюс 13 градусов Цельсия, а заморозки могут быть в любое время года. Большая пустыня Виктория. Самая крупная песчано-солончаковая пустыня Австралии охватывает площадь более 420 тысяч квадратных километров. Свое название суровая пустынная местность получила в честь королевы Британии Виктории. Ландшафт пустыни состоит из величественных песчаных холмов, устланных гравием равнин, пастбищ и соленых озер. Из растений здесь в основном встречаются эвкалипт и низкорослая акация. Максимальная дневная температура – плюс 40 градусов Цельсия, минимальная – минус 18.
Несмотря на слишком засушливый климат и непригодность к сельскохозяйственной деятельности, в пустыне живут племена австралийских аборигенов. Эти люди упорно отказываются переселиться в более благоприятные места. Большая часть нетронутой дикой природы жаркого региона имеет весомое культурное значение и является одним из 14 биосферных заповедников мира. Пустыня Большого бассейна. Самая крупная пустыня США, занимающая площадь 492 тысячи квадратных километров. Рельеф представлен широкими долинами, усеянными кустарниками и окаймленными горными хребтами. Здесь преобладает умеренный климат с жарким летом и холодной зимой, во время которой может даже выпасть снег. Это связано с тем, что пустыня расположена высоко над уровнем моря и пролегает через несколько штатов – Невада, Калифорния, Юта, Айдахо и Орегон. Пустыня расположена между горным хребтом Сьерра-Невада на западе, скалистыми горами на востоке и небольшими пустынями Сонора и Мохаве на юге. Большую часть года здесь слишком засушливо, потому что горы создают барьерный эффект для поступления влаги из Тихого океана. Калахари. Одна из самых известных и красивых пустынь мира. Просторы Калахари занимают примерно 600 тысяч квадратных километров, покрывая 70% Ботсваны, часть Намибии и ЮАР. Эта уникальная экосистема устлана красными песчаными дюнами, широкими низменностями и пересохшими руслами рек. Здесь находится никуда не впадающая река Окаванга, где могут утолить жажду многочисленные животные саванны. В песках Калахари присутствуют окиси железа, которые окрашивают пустынные горизонты в оранжевые, красные, розовые и буро-коричневые тона. Именно в Калахари встречаются загадочные поющие пески, что звучат как крики духов, заточенных под землей. На самом деле это синхронное движение песчинок под влиянием ветрового потока выдает звук, напоминающий перелив флейты. Сирийская пустыня. Жаркая пустынная территория на Ближнем Востоке простилается через Сирию, Иорданию, Ирак и Саудовскую Аравию. Каменистый регион песчаной пустыни и степей со скудной флорой занимает около 1 миллиона квадратных километров. Климат здесь субтропический с максимальной температурой плюс 30 градусов Цельсия. На севере пустыня сменяется более плодородными землями, а на юге переходит в пустынные широты Аравийского полуострова. С древних времен Сирийская пустыня является важным транспортным узлом между Средиземноморьем и Месопотамией. Только теперь караваны верблюдов сменили на скоростные трассы и современные автомобили. Также пустыню пересекают нефтепроводы, перекачивающие нефть из Персидского залива к портам Средиземного моря. Гоби. Крупная пустыня Азии, общая площадь которой составляет 1,3 миллиона квадратных километров. Просторы Гоби протянулись от Алтая до предгорья Тяньшаня, заняв часть Монголии и северной провинции Китая. Песка здесь немного, большую часть рельефа покрывает глина и камни. В пустыне есть множество подземных источников пресных грунтовых вод, небольшие соленые озера и несколько водотоков. Гоби обладает резко континентальным климатом. Летом температура достигает плюс 45 градусов Цельсия, а зимой – минус 40. Ученые выяснили, что пустыня постоянно увеличивается в размерах. В целях предотвращения расширения засушливых земель правительство КНР запустило проект «Зеленая китайская стена». Легенда гласит, что именно в Гоби находится вход в загадочную Шамбалу, страну, которая является источником всех знаний нашей Вселенной. Но только вот найти этот вход пока еще никому не удалось. Пустыня Аравийского полуострова. Этот комплекс пустынных регионов, занимающий 2,3 миллиона квадратных километров площади Аравийского полуострова. Большая часть пустыни находится в Саудовской Аравии и также занимает часть территории Ирака, Иордании, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Йемена и Омана. Широкие просторы региона занимают движущиеся барханы и песчаные массивы, окруженные с востока горной цепью. Большая часть Аравийской пустыни абсолютно необитаема и имеет весьма скудную флору и фауну.
На это повлияли резкие перепады температур. Днем здесь может быть плюс 55 тепла, а ночью минус 12 мороза. Частые песчаные или пыльные бури, сильные ветра и малое количество осадков. Аравийская пустыня привлекает туристов золотисто-красными пейзажами, красотой восхода и закатами, редкими оазисами и уникальным бытом местного населения, бедуинов, проживающих здесь более 3000 лет. Арктическая пустыня. Природная ледяная зона Земли, расположенная в районе Северного полюса. Она охватывает Северный Ледовитый океан, окраины Атлантического и Тихого океана, а также северные окраины Евразии и Северной Америки. Территория арктической пустыни свыше 75 градусов северной широты занимает более 2,6 миллиона квадратных километров. Почти круглый год здесь лежит снег, а температура может опускаться до минус 60 градусов. Рельеф состоит из гор, ледников и равнинных участков, покрытых льдом и снегом. Арктическая пустыня считается почти совсем безжизненной. Редко где можно встретить мох, лишайник или осоку. Несмотря на суровые условия, в арктических широтах есть места, заселенные животными и людьми. Также в длинную полярную ночь в Арктике можно увидеть фантастическое явление природы – северное сияние. Сахара. Самая большая жаркая пустыня и вторая по площади пустыня Земли. Сахара занимает около 8,6 миллионов квадратных километров, то есть примерно 30% африканского континента. Пустыня раскинулась в границах 11 государств, но легко попасть в Сахару можно лишь из Египта, Туниса и Марокко. Разнообразный ландшафт представлен каменистыми плато, солончаками, вулканическими образованиями, нагорьями, грядами и, конечно же, песчаными барханами и поодинокими оазисами. Здесь редко идут дожди, а пропитанный тончайшей пылью сухой воздух нагревается до плюс 50 градусов Цельсия. В Сахаре можно встретить оазисы, водоемы с обильной зеленью вокруг. В таких местах обитает около 2,5 миллиона людей. На протяжении года путешественники могут до 200 тысяч раз видеть миражи в жаркой пустыне. Даже существуют специальные карты, где, вероятнее всего, можно столкнуться с волшебным оптическим явлением. Антарктическая пустыня. Возможно, вы удивитесь, но это самая огромная пустыня в мире. Пустынный простор Южного полюса охватывает 13,8 миллионов квадратных километров, практически всю территорию островной и материковой суши Антарктики. Вместо мягкого песка и жаркого солнца здесь лед, снег и холод. В зимние месяцы температура воздуха опускается до минус 70 градусов Цельсия, а в летние не поднимается выше минус 20. В 2018 году в Антарктиде была зафиксирована рекордно низкая температура – минус 98 градусов. Из-за сурового климата растительный и животный мир холодной пустыни очень беден. В антарктической пустыне проживает всего около 5000 человек. И то это работники метеостанций и научных экспедиций. По словам ученых, в толстых льдах Южного полюса хранится до 90% мировых запасов пресной воды. Антарктида – это самое прекрасное, безжизненное место на Земле. Наша планета удивительна и многогранна. Казалось бы, ничем не примечательные засушливые места, но как же они прекрасны, таинственны и притягательны. Это был рейтинг 15 самых больших пустынь мира. Делитесь внизу в комментариях, в какой из этих пустынных регионов вы бы с удовольствием отправились в путешествие. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Матушка природа постоянно нас удивляет. Каждый день в разных частях нашей планеты происходят загадочные и необъяснимые явления, которые не дают покоя людям. Ученые всего мира пытаются разгадать удивительную загадку последних десятилетий – трещины и разломы в земной коре. Почему-то с 2010-го этих трещин становится все больше. Давайте узнаем о самых страшных трещинах на нашей планете, последствия которых могут быть весьма ужасающими. Тихоокеанское кольцо, находящееся в Индонезии, является огромным тектоническим разломом. На этой удивительной территории находятся 328 действующих вулканов. Всего на Земле известно 540 вулканов.
Такая цепь вулканов охватывает территории множества стран протяженностью почти 40 тысяч километров. Но самой сейсмоопасной областью считается Индонезия. Такое огненное кольцо ставит под угрозу дальнейшее существование больших архипелагов. В любой момент из-за сильного землетрясения они могут уйти под землю. Поэтому, если вы давно мечтали посетить Филиппины, Соломоновы или Курильские острова, у вас пока есть такой шанс, ведь всего этого может не стать в одночасье. Сегодня множество туристов отправляются посмотреть на действующие вулканы. Так, действующий вулкан Керинчи – популярная экскурсия среди туристов на острове Суматра. Почему же эта территория настолько сейсмоопасна? В огненном кольце одни литосферные плиты погружаются под другие, то есть океанические плиты под водой погружаются под континентальные, которые движутся им навстречу. Одни из самых крупных активных вулканов Тихоокеанского огненного кольца находятся в Мексике, в Андах, в Северной Америке, на Аляске, Алеутских островах, в Новой Зеландии, Индонезии и Японии. Разлом Сан-Андреас. Разлом Сан-Андреас – самый известный и самый крупный в мире разлом. Большая его часть проходит по территории Калифорнии. Длина этой трещины около 1300 километров. А образовалась она из-за разрушения литосферной плиты Фараллон. Множество серьезных землетрясений с десятками человеческих жертв происходит именно из-за этого разлома. Здесь земля смещается аж на 7 метров. За последнее столетие наиболее сильно пострадал от землетрясений небольшой город Санта-Крус. Именно землетрясение в этом городе легло в основу фильма «Разлом Сан-Андреас». В 2015 году геологическая служба сделала вывод о том, что в ближайшие 20-30 лет может произойти землетрясение с амплитудой более 8 баллов, что повлечет за собой очередные разломы. Гигантские рифты в Исландии. Эти огромные трещины в земной коре сформировались из-за движений североамериканской и азиатской плит. Каждый год тектонические плиты расходятся на 7 мм. Долгие годы опасность этих гигантских рифтов недооценивали. Но если посчитать, то за последние 10 тысяч лет эти трещины расширились на 70 метров. Некоторые ученые полагают, что часть разлома спрятана под ледниками. Если ледники начнут таять, это приведет к расширению разлома. Пока раскаленная лава скрыта тоннами льда. Но если льдинки растают, это приведет к огромной катастрофе. Исландия исчезнет с поверхности Земли. Огромная трещина в Кении. Весной 2018 года рядом с Найроби образовалась огромная трещина. Ее длина составила несколько километров, ширина 20 метров, а длина 15. По предположениям американских ученых, именно этот разлом приведет через 50 миллионов лет к расколу Африки на две части. Причина образования раскола – движение тектонических плит. Эти плиты ежегодно удаляются на 3 сантиметра друг от друга. Другие ученые считают, что эта трещина появилась из-за постоянных дождей, а подземные толчки здесь не были зафиксированы. Гигантская трещина в Аризоне. В пустыне Аризоны обнаружили раскол длиной более 3 километров. По последним данным, трещина растет в длину и ширину. Чтобы понять причину образования раскола, ученые использовали видео, которое было снято с помощью дрона. Земля в Пинал-Каунти предрасположена к появлению расколов и трещин. Но таких огромных трещин еще никогда здесь не было. Исследователи смогли установить, что северная часть раскола старше южной. Она даже уже размыта дождями. Южная часть трещины продолжает расти. Ее глубина около 9 метров, а диаметр около 3 метров. Впервые раскол был обнаружен в 2014 году с помощью изображения от Google Earth. Трещина все время увеличивается из-за осадков. Образовалась она потому, что под землей большое количество пустот, которые образовались из-за сельскохозяйственной деятельности. Именно деятельность людей привела к уплотнению осадка. Из-за этого расколов на земле становится все больше. Сегодня геологическая служба знает о 26 трещинах в этом районе США и следит за ними. По словам исследователей, эта гигантская трещина и дальше будет продолжать расти, но благодаря своему расположению в пустыне она не вредит людям. Гигантские трещины в Перу. Огромные трещины на юго-востоке Перу появляются каждый день.
Местные жители видели, как земля стала трескаться, и там, где была деревня, появились огромные провалы, которые поглотили животных, дома и даже людей. Людей здесь срочно эвакуируют, ведь в любой момент может образоваться новая трещина, и дома уйдут под землю. Еще в 2012 году после города Куско начались оползни, трещины и смещение земли. В марте 2018 года здесь случился самый серьезный и масштабный оползень, разрушивший более 30 домов и медицинский центр. После этого здесь образовалось около 53 расколов. Этот регион и сегодня считается очень опасным. Трещина на Аляске. После землетрясения 2018 года мощностью 7,2 балла на Аляске был введен режим чрезвычайного положения. Из-за этого землетрясения сильно пострадал город Анкоридж, обрушились дороги, а в аэропорту приостановили полеты. В магазинах разбились витрины, во многих домах пошли трещины, не работают светофоры из-за обрыва электролиний, обрушились дороги и мосты. Движение в городах Анкоридж и Уасилла стало невозможным из-за провалов на дорогах. Гигантская трещина в Антарктиде. В шельфовом леднике Ларсена ученые обнаружили новую трещину, находящуюся в 10 километрах от другой. По оценкам исследователей, ледник окажется в океане, образовав таким образом огромный айсберг. Этот раскол – это ответвление ранее существовавшей трещины длиной 160 километров. Образование нового разлома свидетельствует о том, что от ледника может отколоться большая часть, площадь которой будет около 5000 квадратных километров. Виной этому послужило глобальное изменение климата нашей планеты. Озеро Киву, Руанда и Демократическая Республика Конго. Озеро Киву – пресноводное озеро, находящееся в Восточно-Африканской рифтовой долине. Оно находится на границе двух тектонических плит – Аравийской и Африканской. Котловина озера все время расширяется. Из-за этого меняется углубление озера и вулканическая активность на этой территории. Так, в середине прошлого века случилось извержение вулкана Китуро. По словам местных жителей, вода в озере в этот момент закипела, а рыба в нем сварилась. Местные получили готовый обед прямо на озере. Но главная опасность таится под водами озера. На его дне находятся залежи углекислого газа и метана, взрыв которых приведет к гибели всех, кто проживает неподалеку. А это около 2 миллионов людей. Толчком к такой трагедии может стать любое извержение вулканов. Байкальский рифт. На территории России тоже имеются разломы и трещины. Находятся они в одном из красивейших мест страны, которое является объектом из списка всемирного наследия ЮНЕСКО – в Байкальской рифтовой зоне. Она представляет собой глубинный разлом коры длиной более 1500 километров. Центральная часть этого раскола заполнена водой. Именно это место называется озером Байкал. Как считают исследователи, этот рифт появился в результате расхождения Амурской и Евразийской плит. Основная опасность здесь кроется на дне озера, которое представляет собой тектонический разлом. Прогнозы ученых относительно будущего озера весьма интересны. Они считают, что через пару сотен миллионов лет Байкал станет настоящим океаном. А сегодня здесь совсем другие проблемы. Местные жители страдают от регулярных землетрясений, из-за которых часть земли уходит под воду вместе с домами. Периодически здесь бывают и извержения вулканов. Быть может, из-за всех этих трещин наша планета скоро расколется на части. Не хочется об этом даже думать. Но на нашей планете возможно все. Ученые ищут объяснение появлению новых трещин, последствия которых могут быть абсолютно разными. Тем более, что такие разломы стали появляться совсем недавно. Главное успеть вовремя понять причину и попытаться предотвратить глобальные катастрофы на планете, вызванные огромными трещинами. У нас на канале вы найдете еще много интересного. Подписывайтесь, чтобы... Всем привет! Сегодня поговорим о самых жарких точках на планете.
Эти места не зря сравнивают с адом на земле. И фраза «тут яйца можно без сковородки жарить» подходит как нельзя лучше. Здесь в прямом смысле горит земля под ногами, и обувь плавится об горячие камни. Жаркий воздух обжигает легкие. Без воды и головного убора на открытом пространстве можно умереть всего за несколько часов. А самое интересное, что во многих из них все еще живут люди. Что это за места, узнаем через несколько мгновений. Вперед, навстречу приключениям. Вади Хальфа. 10-е место можно присудить Вади Хальфе, что в Судане. Город расположен на берегу озера Насер. Население городка составляет до 15 тысяч человек. Их жизнь нельзя назвать комфортной. Тут нет привычной растительности, широкополых деревьев, под кронами которых просто спрятаться от палящих лучей солнца. Средняя температура воздуха в летние месяцы достигает 41 градуса Цельсия. В 1967 году в Вади Хальфа был зафиксирован рекорд самой высокой температуры воздуха – 52,8 градусов Цельсия. Тират-Цви. Тират-Цви расположен в Израиле, недалеко от иранской границы. Это зеленый городок, известный финиковыми деревьями, которых тут посадили свыше 18 тысяч. В этом месте сложно выращивать другие культуры, только финики способны выдержать постоянную жару. Жителей в Тират-Цви намного меньше, чем деревьев, всего около 1000. Город находится на высоте 772 метра, ниже уровня моря, и мог бы иметь мягкий климат. Но географическое расположение превращает летом Тират-Цви в выжженное пятно. Средняя температура воздуха от мая до августа в городе составляет 40 градусов Цельсия. В 1942 году был зафиксирован температурный рекорд – 53,9 градусов Цельсия. Томбукту. Один из самых древних городов на планете, Томбукту в Мали, страдает от песчаных бурь и невыносимого зноя. Когда-то это был центр образования, науки и культуры, о чем свидетельствуют древние руины величественных построек. Сегодня город рискует быть захваченным пустыней. Средняя температура летом достигает 42 градусов Цельсия. Температурный рекорд в Томбукту составил 54,5 градусов Цельсия. Гадамес. Превзошел предыдущие города по экстремальности температур ливийский город Гадамес. Он расположен на границе с Тунисом и Алжиром. Много веков назад тут бушевала жизнь, пересекались караванные пути, велась оживленная торговля и обмен знаниями. Не зря город называли «жемчужиной пустыни». Климатические условия заставили древних горожан строить особый вид зданий – двухэтажные дома из белой глины, которые плотно прилегают друг к другу. Такой способ возведения жилища помогает выдерживать невыносимо палящее солнце. Белые стены и крыши хоть немного отражают горячие солнечные лучи. Средняя температура воздуха в Гадамесе колеблется в пределах 40-55 градусов Цельсия. Кибили. В Тунисе раскинулся древний город Кибили. Это пустынный оазис, который сегодня стал домом для 18 тысяч человек. Город имеет статус известного туристического центра. К югу от Кибили расположен самый популярный курорт Сахары Дис. Тем, кто желает окунуться в атмосферу восточной сказки, стоит помнить о погодных условиях в Кибили. С июня по август средняя температура воздуха составляет от 57,6 до 48,8 градусов Цельсия. В 1932 году был зафиксирован рекорд – 55 градусов Цельсия. Долина смерти. Долина смерти в США стала легендарным местом, окутанным мистикой и тайнами. Сегодня регион имеет статус национального парка. Долина расположена между Калифорнией и Невадой. Это межгорная впадина возле пустыни Мохаве и большого бассейна в Калифорнии. Долина смерти считается одновременно самым низким, сухим и жарким местом в Северной Америке. Долина привлекает туристов песчаными дюнами, горами и соляными равнинами. Она знаменита своими движущимися камнями. Огромные валуны передвигаются по поверхности без сторонней помощи и десятки лет ставят в тупик мировых ученых своими выходками. Инопланетные пейзажи способствуют тому, что долина стала съемочной площадкой для многих фильмов.
Но работать, да и просто находиться здесь адски сложно. В 2001 году тут был зафиксирован рекорд. На протяжении 154 дней температура воздуха держалась на уровне 38 градусов Цельсия. Но для этих мест такая погода больше напоминает прохладные деньки. Средняя температура от мая до сентября варьируется в пределах 50-55 градусов Цельсия. Рекорд самой высокой температуры был побит в 1913 году. Тогда температура воздуха в долине смерти достигла 56,7 градусов Цельсия. Несмотря на это, в долине до сих пор обитают люди. Потомки индейского племени Тимбиша продолжают жить в окрестности Фернес-Крик. Эль-Азизия. Город Эль-Азизия находится на юго-востоке Ливии. Тут проживает около 300 тысяч человек. Это оживленное место, известное развитой торговлей. Город привлекает туристов богатой историей и архитектурными памятками. Например, известное среди туристов хранилище Каср-аль-Хадж построено свыше 1000 лет назад. Туристам, которые решились поехать в Эль-Азизию, важно помнить о жарком климате региона. В летние месяцы температура воздуха составляет 33-40 градусов. Но все может измениться за несколько минут. Ветра из Сахары влияют на погоду. Зависимо от направления ветра, температура может резко опуститься или подняться на 20 градусов. Рекордно высокая температура, которую зафиксировали в городе, составила 58,2 градусов Цельсия. Замер произвели в 1922 году. До 2012 года Эль-Азизия удерживала этот результат. Но Всемирная метеорологическая организация отменила рекорд, ссылаясь на неточность средств фиксации температуры. Турфанская впадина. Турфанская впадина находится в Китае. Это тектоническая впадина высотой 154 метра ниже уровня моря. Благодаря подводным родникам и плодородной почве Турфан превратился в оазис на Земле. Несмотря на присутствие системы водных каналов, это самое жаркое место Китая, которое еще называют полюсом жары. Визуально скалы из красного песчаника напоминают языки пламени, поэтому эта местность получила еще одно прозвище – Огненные горы. Турфанская впадина известна критическими перепадами температур. Тут фиксируются самые низкие и высокие показатели. Средняя температура воздуха летом составляет 38-40 градусов Цельсия. Рекорд высокой температуры зафиксировали спутники НАСА в 2008 году. Это 66,8 градусов Цельсия. Земля в горах может прогреваться до 80 градусов Цельсия. Так что тут буквально можно готовить еду под ногами. Квинсленд – это отдельная территория в северо-восточном штате Австралии. Место, богатое природными красотами, пустыней, флорой и фауной, большим барьерным рифом, туристическими памятками. Австралийский Квинсленд – по-настоящему жаркий регион. Невыносимые температурные показатели делают территорию очень сложным местом для жизни. Средняя температура в регионе колеблется в пределах 30-40 градусов. Но абсолютный рекорд был зафиксирован в 2003 году с помощью спутника. Устройство показало температуру 68,9 градусов Цельсия. Дэшт-э-Лут. Иранская пустыня Дэшт-э-Лут официально считается самым горячим местом на планете. Эта адская область располагается между Ираном и Афганистаном. Площадь пустыни составляет 450 на 250 километров. Дэшт-э-Лут занимает 25-е место по величине среди песчано-солончаковых пустынь в мире. Область отличается крайне высокими температурами в летнее время. Даже любителям тепла это место покажется невыносимо жарким. Ученые фиксировали абсолютный температурный рекорд между 2003 и 2005 годами. Он составил 70 градусов Цельсия. В подсчетах сомневаться не приходится, поскольку их проводили с помощью современного оборудования спутника НАСА Аква. Фиксация критично высокой температуры на протяжении длительного времени позволила огласить пустыню Дэшт-э-Лут самым жарким местом на Земле. Постоянно жить в местах с критически высокими температурами человеку крайне непросто. Привыкнуть к сложным условиям жизни сумели коренные народы. А вы смогли бы переехать в один из самых горячих регионов планеты? Подпишитесь на канал и поделитесь впечатлениями о самом жарком месте, в котором вам приходилось побывать. Если вы пришли на пляж и увидели там табличку «Купаться запрещено», то лучше не пренебрегать этой информацией.
А для того, чтобы не потратить бесценное время отпуска впустую и точно знать, куда лучше не ехать или, наоборот, поскорее взять билеты, мы предлагаем вам топ самых опасных и необычных пляжей в мире. А если вы вдобавок еще и любитель экстрима, то данный ролик поможет вам выбрать место с самым лучшим пляжным адреналином. Поехали! Пляж Чандипур, Индия. Это место является одним из самых зрелищных пляжей в мире. Находится он в Восточной Индии. Огромную популярность ему принесло обычное явление – отлив. Но не все так просто. И дело в том, что каждый раз во время отлива вода оголяет берег на расстоянии 5 километров. Если быть в нужное время на пляже, то можно в буквальном смысле догонять морскую воду. Во время отлива многие туристы начинают изучать морское дно, где можно найти различные ракушки и небольших крабов. Весь пляж окружен песчаными дюнами и растительностью. Прилив происходит дважды в день, во время которого можно купаться. Так что вперед на поиски затонувших сокровищ. Стеклянный пляж, Калифорния. А это один из самых красочных пляжей в мире. Находится он в национальном парке Маккеркера в Калифорнии. Во всем пляже вместо песка лежит огромное количество отшлифованных водой стекол. Местные жители многие годы использовали этот пляж как свалку. Выбрасывали бытовые отходы, старую бытовую технику, автомобили, стекло. В 1967 году власти закрыли пляж и несколько раз проводили работы по его очистке. Но мелкие осколки стекла убрать трудно. Их отполировало море, и через десяток лет берег был усыпан миллионами разноцветных камушков-стекляшек. Собирать стекла на пляже запрещено, но их можно приобрести в различных будках за символическую цену. Палящее солнце придает этому месту изумительный и просто фантастический вид. Во время прогулки создается впечатление, что под ногами не что иное, как изумруды и сапфиры. Необычное и красивое место. Атолл Бикини, Маршалловы острова. Пришло время немного разбавить наш прекрасный список. Этот небольшой атолл в Тихом океане знаменит не только тем, что дал название купальнику, эффектным появлением в котором прославилась Бриджит Бардо в фильме «И Бог создал женщину». За красивым названием скрывается страшная история. В период с 1946 по 1958 США использовали остров для испытаний атомной и водородной бомб в рамках операции «Перекрестки». В ходе испытаний 1 марта 1954 года остров почти полностью подвергся разрушению. Впоследствии же более 800 жителей Тихоокеанского атолла умерли от различных онкологических заболеваний, вызванных ядерными испытаниями. Уровень радиации здесь до сих пор выше нормы, средняя доза внешнего облучения составляет около 3,8 рентген в час. Но, тем не менее, многие полагают, что некоторые пляжи Бикини вполне пригодны для отдыха. Туристов со всего света привлекает изолированность ядерного острова. Впрочем, попасть на атолл не так уж и просто. Либо в составе Центральной Тихоокеанской экспедиции погружений, либо в качестве туриста, заказав тур на официальном сайте Бикини. И лучше не ходить за пределы предлагаемых зон отдыха, иначе рискуете начать светиться в темноте. Пляж Нью-Смирна, США. Еще один из пляжей США, расположенный во Флориде, по праву снискал славу самого несчастливого курорта штата. В 2010 году там было зафиксировано 640 столкновений различных плавательных средств, 68 из которых закончились смертью. Самое большое количество несчастных случаев на воде, зарегистрированных когда-либо на пляжах США. Специалисты объясняют это сильной переполненностью пляжа. У спасателей и водного патруля просто нет возможности за всеми уследить. Кроме того, Нью-Смирна опасен из-за частых вспышек молний. За последние 50 лет от удара молнии здесь погибли 459 человек. По словам сотрудников службы безопасности, люди на пляже являются самыми высокими точками. А это значит, что во время гроз они априори становятся мишенями для разрядов. Помимо всего перечисленного выше и вне зависимости от погоды, отдыхающие на пляже Нью-Смирна еще и мишени для акул. Прошлым летом 13 человек было укушено, и, к счастью, лишь один случай оказался смертельным. Поэтому неудивительно, что эвакуация людей с последующим многодневным закрытием территории на этом пляже довольно частое явление. Вот так местечко.
Пляж Копакабана, Бразилия. Легендарный бразильский пляж Копакабана, расположенный в Рио-де-Жанейро, тоже входит в число самых опасных для посещения. Опасаться здесь следует не акул и диких животных, а обычных преступников. Каждый день на побережье жертвами грабителей становятся десятки людей. Отправляясь на многолюдный пляж, не стоит брать с собой абсолютно никаких ценных вещей. Тем, кто отдыхает на пляже в одиночестве, крайне не рекомендуют оставлять на побережье без присмотра даже личную одежду и полотенца. Их легко могут украсть. Протяженность пляжа довольно большая и составляет порядка 4 километров. Вдоль него проходит невероятно красивая набережная Авенида Атлантика со множеством уютных ресторанчиков и магазинов. Сложно и представить, что за последние десятилетия этот район отличился не только активно развивающейся инфраструктурой, но и расцветом нелегальной деятельности. Наркотики, проституция, огромное количество мошенников и карманных воров. Вот лишь несколько не самых лучших отличительных особенностей популярного бразильского пляжа. Так что во время отдыха не стоит общаться с незнакомыми людьми и заключать с ними какие-либо сделки. На пляж с собой следует брать как можно меньше ценных вещей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра. Тиви и Квинсленд, Австралия. Об австралийских пляжах тоже всегда было известно, что они относятся к самым опасным на планете. Акулы для Австралии – это обычное явление, ими уже никого там не удивишь. Но северное побережье славится многочисленными несчастными случаями. На бедных туристов нападают агрессивные кубомедузы. Их оружие – это сильнодействующий яд. Жертва этих хищников получает мощнейший ожог. Но не это самое страшное. Через 2 минуты после поражения, к сожалению, летальный исход неминуем. Эти кубомедузы коварны еще и тем, что в воде они почти невидимы, и заметить их сложно. Они обитают в основном в Арафурском и Тиморском морях, которые и омывают Тиви и Квинсленд. Этих ядовитых кубомедуз уже давно прозвали морскими осами. Пляж Кейбл, Австралия. Еще один австралийский пляж Кейбл, который получил статус опаснейшего из-за обитающих на его территории крокодилов. Пляж Кейбл считается важной природной достопримечательностью и славен своими футуристическими пейзажами. Но прогуливаться по некоторым районам пляжа без сопровождения проводника строго запрещено. В соответствии с австралийским законодательством охотиться на крокодилов нельзя. По утверждению специалистов, это и есть главная причина участившегося нападения этой рептилии. Жизни и для детей, и для взрослых. Но власти остались неприступны. Таким образом, за 25 лет установлено 10 случаев с летальным исходом, а количество различных увечий, сделавших из людей инвалидов, просто не перечесть. Так что 10 раз подумайте, хотите ли вы в подобные места. Пляж на острове Ваатху, Мальдивские острова. И чтобы немного отвлечься от страшных мест, давайте перенесемся поближе к сказке. Далеко не каждый пляж может похвастаться своей красотой в ночное время, но все же есть одно чудесное место, берега которого окрашиваются тысячами огней исключительно ночью. Благодаря биолюминесценции, химической реакции в организме неких живых существ, энергия в их теле высвобождается в форме света. Кажется, что в волнах прячется весь небосвод над Мальдивами. Как говорится, Мальдивы — это Мальдивы. Пляж горячей воды. Новая Зеландия. А вот и еще одно расслабляющее и успокаивающее место, которое можно считать геотермической достопримечательностью. Находится оно в Новой Зеландии, на полуострове Коромандель. Во время интервала между отливом и приливом морская вода просачивается в песок благодаря нескольким подземным источникам. Желающие принять ванны в природном джакузи могут выкопать в песке яму и наслаждаться теплой водой. В самый разгар пляжного сезона многие семьи приходят на пляж с лопатами, чтобы расслабиться всей семьей в геотермальной воде. Принцип работы таков: чем глубже будет вырыта яма, тем горячее будет в ней вода. Если вода слишком горячая, то ее можно разбавить с водой из океана, поэтому такие источники лучше создавать ближе к берегу. При приливе следует соблюдать меры предосторожности. Обычно такая созданная ванна смывается во время прилива, и нужно следить, чтобы дети были вдали от берега в такие моменты. Пляж Пуналу, Гавайи.
И еще одно удивительное место. Это не просто пляж, а целый парк, посвященный аномалии черного песка. Цвет пляжа образовался благодаря лавовым потокам, которые охлаждались в океанских волнах. На этом острове есть не один черный пляж, но другие непригодные к пребыванию людей ввиду остроконечных скал и камней. А на пляже Пуналу время и волны поработали более основательно и перетерли твердый базальт в мельчайший песок. Этот пляж нравится не только любителям экзотики, но и зеленым морским черепахам, которые здесь тоже потемнели. Черепахи охраняются законом и людьми, причем не только на словах. Их запрещено убивать, а места кладки яиц отслеживаются, заботливо огораживаются и обвешиваются табличками «Яйца не беспокоить». Вот такие они, гавайцы, сплошные природолюбцы. Хайамс, Австралия. И, как положено, где есть инь, там есть и янь. Белый пляж Хайамс расположен в бухте Джарвис в австралийском Новом Южном Уэльсе. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как пляж с самым белым песком в мире. И правда, издалека, когда смотришь на берег, кажется, что он из взбитых сливок или сахарной пудры. Песок на пляже считается самым мелкозернистым и на вид и ощупь напоминает муку. Он настолько ослепительно белый, что даже в сумерках песок посвечивается. Поистине удивительное место, подаренное человеку природой.